Вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, всем большое спасибо за то, что этим поздним вечером пятницы, последний день октября, мы решили все-таки пошуметь, и вы присоединяетесь к прямому эфиру. Очень рад и потрясающе, что вы это делаете, потому что проект «Шум» — это ровно ради этого и существует, чтобы в комментариях оценить то или иное, одно или другое, пятое или десятое, но такое важное для того, чтобы мы были услышаны. Чтобы шум был громче, я традиционно начинаю его с нашей любимой рубрики, это «Игра в города». Города, да-да-да, знаете, как один блогер из казино пел «Да-да, нет-нет, да будет свет», то здесь «Да-да-да, игра в города». Значит, все очень просто, правила простые, вы пишите в чате трансляции, кто вы, откуда. Если слышите город, который понравился, то тогда лайк. Ну, если просто слышите игру в города, тоже ставьте лайк. Значит, с нами сегодня и Киев, и Бердянск шумит. И, конечно, сегодня Саннес. Ух ты, ничего себе, Саннес, Норвегия с вами, прекрасно, Лиссабон шумит, Верный шумит, Бердянск, Амстердам тут, Москва, привет из Молдовы, в Молдову тоже большой привет, Кишинев шумит, Екатеринбург всегда здесь, Харьков на связи, Азов на связи, есть такой город, Днепр, Каунас, СССР, Тбилиси шумит, привет из Нижнего, Нижний тоже привет большое, спасибо, Кременчук шумит, Петровск, поехали, Виктор Павелко. Радуется. Значит, с нами Варшава, с нами Алтай, Вышгород, Черновцы, Астраханская область, Сан-Франциско, город в стиле диско. Привет, Александр, привет и вам в Сан-Франциско, Винница, Братислава, Глухов, с нами Польша, Свебодзин. Да, я уже начинаю как бы потихоньку учить названия ваших городов. Спасибо, что пишете. Станица Луганская, большой привет. Коломна, Харьков, Тута. Значит, Польша, Запорожье, Обнинск, с нами Новая Усмань. И, конечно же, Прагу не забудьте. Не забудем Прагу. И все пражское тоже не забудем. С нами Молдова, да, Цимлянюк, Елисаветград, Новая, значит, Запорожье, Ашхабад, Таллин, с нами Скадовск, ничего себе, Скадовск и Колыма шумит, будете у нас на Колыме, значит, Лейпциг, Абуджа, Пинск, Беларусь, Алматы, привет, привет в Алмату, Клин, Российская Федерация, Смоленск, Кадыма, вот еще есть населенный пункт, Севастополь. Друзья, спасибо большое, что пишете, спасибо большое, что играете в города, и параллельно можно, кстати, проголосовать в нашем сегодняшнем опросе. Сегодня же Хэллоуин. Хэллоуин. Праздник специфический, праздник, конечно, там языческий праздник, вообще как бы не нашей культуры, но вот я с кем не поговорю по поводу Хэллоуина, есть там такие, знаете, сразу такие, нет, это не праздник, в топку его, в топку, мы же православные, или мы христиане, мы в такое не верим. Ребята, так вас никто не просит верить. Вот есть люди, которые празднуют, им хорошо, ну пускай празднуют. И вот этому празднику, а именно то, что все самое страшное вылазит, я вот решил посвятить сегодняшний опрос. Опрос звучит так. Кто из перечисленных самый страшный? Смотрите, в понятие «самый страшный» вы вкладываете свое. Ну, то, что вы думаете, или в политическом смысле, или в каком-то другом, или там на ваш вкус, как угодно. Ну, в общем, варианты, чтобы не было, вот потому что все как бы, да, вот смотрят, у тебя постоянно шелест, говорят варианты Трамп, Си Цзиньпин, Путин, Зеленский. Ну, давайте по второму эшелону. Кто из перечисленных самый страшный? Ермак, Умеров, Сибига, Малюк. Вот и все. Ермак, Умеров, Сибига, Малюк. Голосуйте, друзья, и в конце подведем итоги. Такой повод есть, кстати, органический, да, в телеграм-канале там над фотографиями Умерова смеялись, да, Малюк сегодня гвоздь информационный, забитый в крышку пропаганды этой войны. Об этом обо всем поговорим, конечно. Ну и другие, собственно, товарищи, Ермак, да, всегда и везде, постоянно выглядывающий из-за плеча президента, ну или как человека, который пока что президент или в силу войны президент Зеленского. В общем, то есть Сибига, который сегодня тоже всех поразил, он вообще с Кубой порвал отношения, ну и английский у него такой интересный. Короче, второй эшелон выбирайте, да, в конце ваш выбор в честь праздника, так сказать, осветим. Харьков, поселок Жуковского, да, дорога Гераний на город, ну, есть такая дорога, да, сейчас, кстати, тоже летит, так сказать, несется. Спасибо
спасибо большое пользовательнице Attraction, да, вот, ну, у меня опять все светится, видите, как светится через собачку, поэтому не знаю, как зовут пользователя, вот 20 спонсорств в подарок, разбирайте, друзья. Красный Лиман шумит, и Луганск на связи, это тоже здорово. Сандра Ян, да, это Сандра Ян, спасибо большое за то, что привлекаете спонсоров на канал. То есть вы просто переходите, становитесь спонсором, да, а вот какой-то период платит Сандра Ян. Саша Одессит всегда с тобой. Прекрасно, что вы со мной. Кёльн с вами. И Орел, и Алжир. Ого, ничего себе. Ташкент, Республика Узбекистан, Антверпен, Ярцево, Часов Яр. С нами Гвардейская, Крым, Чернигов шумит. Спасибо большое, что, несмотря на все такие, ну, вы прочитали самый старший весна. Слушайте, нет, самый страшный, не старший. Друзья, всем большое спасибо, что пишете. Покровск шумит. Ну да, Покровск сегодня очень шумный. С Покровска начинать не будем, начнем все-таки полегче с Дональда Федоровича, который, собственно, поработал на этой неделе и, в принципе, уезжает, улетает, летит в гольф играть на поля, так сказать, на поля. После азиатского турне, собственно, он вернулся в Америку и поздравил детишек с Хэллоуином. Вот так вот это было. Да, то есть выходит с Меланией спокойненько, там куча детей, они так все в коридор устроили, так сказать, проходите, детки, они эти все детки, да, работники Белого дома и вообще и всех остальных. Я вот вглядывался в эти замечательные, ну, вот эти творческие, скажем, порывы, вот корзинки, смотрите, там же кошелек или жизнь, не надо сладости давать. Вот самому маленькому Трамп дает сладости, родители тоже, вот видите, как пожимают ручки, там это Рубио, похоже, да, вот проскочил, все остальные сотрудники, в общем, у них праздник. Девочка какая-то странная в пилотке, но с американским флагом, удивительно. Наверное, она считает, что это страшный костюм. Я вот смотрел, как они раздают эти шоколадки и все остальное, я вот ждал, честно вам признаюсь, ждал в костюме Зеленского, будет кто-то или нет. Ну, нет, обошлось. Это было при Байдене. Трамп сегодня разозленно опять окрестил Байдена непонятно кем. С Си Цзиньпином все было фантастически, но все аналитические центры пишут, что это проигрыш, да, в отношении Америки. И он, так сказать, немножко утершись, отправляется, раздает детишкам сладости в честь Хэллоуина и отбывает, так сказать, на выходные. Причем такие длинные выходные, типа до понедельника. И пусть весь мир подождет. Но весь мир не ждет. Ну, во-первых, по поводу Хэллоуина, замечательный наряд выбрал Павел Дуров. Да? Просто замечательный. В своем пришел. Ну вот в своем пришел, и вот они как, собственно, по дому ходят, так и пришли на вечеринку, типа супергерои, тоже в качалку ходят, да, ну, ходят в качалку, ну, вот такой костюм у Павла Дурова. В общем, каждый отмечает, как может, этот замечательный день Хэллоуин, ну, и мы тоже отметимся. Отметимся, прежде всего, аналитически, потому что этим вечером я очень благодарен, что, несмотря на все вот эти, скажем, тяжелые информационные будни и информационные атаки, которые есть, вы все равно находите время, чтобы пошуметь и в комментариях чего-то написать. Сегодня вот прям под конец, перед самым шумом, под конец дня запускают лютый антикриз, лютейший со стороны Америки. Значит, томагавки опять могут. Белый дом сообщил, что все, разрешил Украине бить томагавками. Правда, последнее слово за Трампом. Да? Вот Трамп решит, и тогда да. А так вообще все готово, и там чиновники CNN пускают эту информацию, и буквально через полчаса на подогреве Polymarket публикует вновь возросшую вероятность передачи Украине томагавков до вот примерно 23%. То есть это примерно на том же уровне, когда вот Зеленский отправлялся в Америку. То есть мы понимаем, что это искусственная тема, которая искусственно раскачивается. Да, Трамп пропустил удар по буревестникам и Посейдонам. Ну, как удар? Это не сказать, что это прям удар, но тем не менее он резко сегодня выступил за то, чтобы опять Америка ядерные испытания проводила. Причем примечательно, Китай, который так
красиво, дипломатично умыл Трампа в Корее, он говорит: не-не-не, ребята, мы испытывать не будем, мы вот против, мы не хотим засорять природу, в общем, у нас другая стратегия, мы знаем, что у нас есть наше ядерное оружие, они там, скажем так, мы с ним работаем, но испытывать пока показывать не будем. Но Трамп же нужно ему ответить Путину, потому что Путин и буревестник, так сказать, покатал по миру, и Посейдон говорит, что испытал, и там на самом деле очень серьезное вооружение по поводу мегатонн. И хоть Трамп и говорит, что там есть какая-то подлодка, и она там у берегов России, чего-то там далеко не надо, надо и далеко, надо и оружие судного дня. Обязательно нужна компания, которая пух и прах разобьет буревестник, о чем, собственно, потрудилась уже и удосужилась, скажем, организовать эту кампанию «Антибуревестник. Западная пресса», мол, старая технология, никому не нужная, там и заряды маленькие, и вообще она там летает, видна как новогодняя елка на всех радарах, в общем, не ракета, а такой черти шо. Ну, смотрите, черти шо тогда предложите свое, покажите свое, что есть у вас, да, то есть, опять-таки, тут же не факт, что Россия все показывает, она показывает только то, о чем известно, и, в принципе, о буревестнике известно давно, это не секрет, но вот, конечно, ноу-хау, этот атомный турбодвигатель, это, конечно, действительно всех переполошило. Короче, Трамп дает посыл, говорит: вперед, Хексит, Питер, Петька, давай, надо что-то показать. Ну, а Петька говорит: а я бы ничего, но испытанием ядерного оружия занимается другое министерство, Министерство энергетики. Ну и Петька взял и показал. Одного из департаментов в Пентагоне уволил, как бы профессионала, и взял 33-летнюю девчульку, с которой, в общем-то, сотрудничал там и Fox News, и после Fox News. В общем, абсолютно в отдел непрофессионала взял только потому, что она, видимо, ему верна в каком-то смысле. Ну, в общем, такая достаточно опасная ситуация. Причем это все усугубляется и подкрепляется еще одной серьезной новостью, когда США закрывают воздушное пространство возле Пуэрто-Рико, и это говорит о потенциальной подготовке к ударам по Венесуэле. Вашингтон-Пост уже опубликовал материал, где говорит, что есть письмо, которое Мадуро пишет Путину, о том, что, мол, давай, помогай, Путин, давай дружить, защити, или хотя бы сделай вид, что защитишь. По поводу вот этого перекрытого неба, там небольшой участок возле Пуэрто-Рико, и он перекрыт с 1 ноября, то есть с завтрашнего дня, и до чуть ли там марта 26 года. Странно, выглядит странно, потому что если там нужна какая-то операция, вряд ли эта операция будет длиться полгода, да, или там какой-то 4-6 месяцев, то есть это как-то максимально странно, хотя уже там эту волну поднимают разные сенаторы, говорят: Венесуэла должна быть свободной. Вполне себе кажется, что на фоне неубедительного азиатского турне, где ему там подарили клюшку, корону, сумку, какое-то там обещание Нобелевской премии в 26 году, по большому счету, давайте откровенно, собственно, Трамп ничего особенно ценного и не вывез, и нужно как бы немножко реноме свое, как бы эго поддерживать. И вот поддерживает. Мадуро говорит, в общем, нет, будем готовиться. Трамп не делает этого. Но, судя по всему, эта ситуация накачивается. Плюс еще антикризом поездок в Корею стал вот этот товарищ Бессент. Он прямо-таки вышел и, собственно, говорит: смотрите, как все хорошо. На следующей неделе торговое соглашение между Штатами и Китаем подпишем. Это сделал он в Financial Times, и вообще все у нас прекрасно, и по сое, и по другим бобовым. В общем, все отлично. Не переживайте. То есть соглашение с Китаем будет. Там ТикТок окончательно перейдет под американский контроль, по другим позициям, по пошлинам. Будет длиться это год примерно, год. То есть, смотрите, полгода
ну, может меньше, около того, полгода будут угрожать Венесуэле с закрытым небом над Пуэрто-Рико, с насыщенным количеством кораблей, военных, вот этого всего. Год они собираются договориться на следующей неделе с Китаем. И вот в таких вот этих рубежах, таких, жабьих прыжках, да, геополитически Трамп и пытается чего-то выудить и вытянуть. Я, кстати, встречал версию, что вот эта вся история с войной с Венесуэлой, это ровно для того, чтобы каким-то макаром отреагировали рынки. Ну и, собственно, вот этот благочестивый тон Азии, это тоже для того, чтобы рынки отреагировали. Мол, там активно сидят, играют на этих как бы будущих новостях и активно набивают карманы. Уже оценивают прилично состояние Трампа, его сына в крипте, на там, фондовом акционном рынке. В общем, это все шумиха с конкретными целями. Просто мы эти цели не понимаем. Нам разные умные дядьки, аналитики говорят, что они такие семи пядей во лбу, да, вот такие цели, многоходовки. А вполне может оказаться все проще. Ну вот все проще. То есть Трамп сегодня, вот буквально перед нашим сегодняшним шумом, вот он вообще он простой, как двери. Ну вот смотрите, говорит, надо там величественность показать. Берет, сносит крыло Белого дома и строит там бальный зал. Будет там проводить ночи бал. Понимаете? Ночи бал. То есть все в золоте, все красиво. Сегодня, вот буквально совсем недавно, он берет и публикует величайшее достижение всех времен и народов. Это ванная в Белом доме. Смотрите, как мрамор, как красиво, замечательно, золото везде инкрустировано. Это он реально хвастается, как он отреставрировал ванную в Белом доме. Вот это там ванная Линкольна, или как она там называется. То есть, в общем, конкретно как бы пишет о том, что он горд. Смотрите, как он все преобразилось у него, все замечательно. Я, если честно, вот этим антикризом и вот такой, ну, такой очень топорной, что ли, ну, вот прямолинейностью, а она, правда, очень топорная, эта прямолинейность. То есть все четко поняли, что Венесуэла и там Бессент, они включили антикриз по Азии. Все это поняли. Там не надо быть шибко таким продуманным. Но они это топорно делают, на голубом глазу, как говорится, вот это вот все в лоб, и говорят, смотрите, зато у нас там самая красивая ванная в Белом доме. Или вот, а смотрите, мы вот самые могущественные, мы самые крутые, у меня фантастические встречи. Он мне напоминает этим, я вот думаю, вот что-то вот на кончиках пальцев, что-то вот кого-то напоминает, кого? Так этих же зеленых и напоминает у власти в Украине. Вот этих, вот именно их. Трагедия жутчайшая разворачивается на фронте. Ситуация в Покровске ухудшается. Там есть продвижение россиян в Купянске. Есть, скажем так, заход южнее. То есть это зафиксировано уже. Но все как бы говорят, нет, вообще ничего, все хорошо. То есть, смотрите, тяжелые удары прошлой ночью. Украинские паблики их как бы усреднили. Там били по Орлу, по ТЭЦ, били еще там по подстанциям в Брянске, еще где-то. И вот смотрите, потом подтвердили к вечеру, что да, по Орлу, по ТЭЦ ударили Нептунами. И вот они полетели, ударили, все. Но по Украине тоже ведь прилетело знатно, и тоже по инфраструктуре, и тоже света нет, и тоже, собственно, железнодорожные вынесены узлы в Сумской и Харьковской области. Как раз-таки вот эти прифронтовые, как раз-таки вот те, которые нужны, те, которые в опасности территории. Но это все, как видите, усреднили. Я прям с утра сегодня заподозрил неладное, когда начали вот это усреднять. Ну, кроме там того, что взяли, усреднили, тут есть еще другой момент. Опять-таки, что мы видим на проукраинских ресурсах, это вот примерно вот такие новости. Это вот, смотрите, буквально вот за последнее время, да, вот 21:36, вот 21:13. Значит, во-первых, тут журналист Economist разглядел ВСУ, которые пошли в контрнаступление возле Покровска, чтобы восстановить контроль над логистическими линиями. То есть Покровск, котел, не, контрнаступление. Он сообщил, что вертолеты ГУР и спецназ высадились непосредственно в районах, которые, по утверждению России, находятся под ее контролем. То есть, смотрите, когда нам Цаплиенко
Цаплиенко сообщил, что спецназ ГУР сейчас полетит и всех спасет, он полетел и всех спас. Значит, Россия утверждает, что это под их контролем, а вот они, спецназовцы, смотрите, как бодренько бегут, и никого нет, прям на вертолете полетели, приземлились, вот как это все происходит. Смотрите, вот эти люди, они сейчас точно сделают погоду. Ну, там кто-то постреливает, но это все ерунда. Плюс 250 уже. То было 150 там прошлый раз, а тут 250 украинских дронов летят атаковать территорию России. На карте вот приблизительные маршруты. И эту карту вот вырисовывают в эту сторону, да, тут на Москву, вот так вот туда, северо-восток, вот это все. То есть, понимаете, все на самом деле... То есть, если вы думаете, что поражение, что плохо, что мы теряем населенный пункт, нет, смотрите, как высадились и бегут гуровцы. Прям по Покровску, прям по вот этой закрашенной красным карте, да, вот смотрите, мы дроны запустили, 250 штук, и все они полетели. То есть все прекрасно. Зеленский сегодня проводит необыкновенное совещание, которое я предлагаю уделить время, просто необыкновенное на фоне всего того, что происходит. На этом совещании, понятно, ему нужно предстать, и он предстал. Правда, тут есть такой нюанс. Буданова на этом совещании не были. Были как бы все, да, обсуждали важные вещи, фронт, там, вооружение и так далее и тому подобное. А Буданова нет. Буданов, наверное, вот в этом вертолетике сейчас спустился и тоже побежал. Он любит сам тоже. Побежал, наверное, по территории, захваченной возле Покровска, контрнаступать. Но его не было. Конечно, это все связано с политическими там причинами, предпочтениями, но тем не менее. Так вот, Зеленского спросили на этом мега-совещанні о Покровське. Важливий Покровськ сьогодні. Яка там зараз ситуація? Тому що багато росіян киди. Те ж там Росія каже, я вас дуже прошу. Я був в деяких кабінетах. Значит, вот это, если честно, я не понял. Задает вопрос. Это, в принципе, нормальный вопрос. Россияне говорят... Все, кольцо. Путин приглашает журналистов всех, и украинских, и западных, всех на свете. Говорит, приглашаем. Украинский МИД говорит, не пойдем. И вообще, кто придет, те, как, в общем, враги, потому что они нарушили территориальную целостность Украины. А Зеленский нам сейчас исполняет этюд карты. Я видел много карт. Геометрично різних. І бачив різні карти. Бачив карту бойових дій на території України, яка виглядає, скажімо так, дивно. А також бачив і інші карти. Смотрите, он сейчас говорит, я видел карту, где Украина выглядит удивительно, а видел другие карты. Слушайте, ему карты показывают разные. Тобто у нас різні чомусь карти реальних бойових дій в Україні, ну чому в Росії зрозуміло, в Україні, в Росії, в Європі, в Сполучених Штатах Америки. Опа, так это зрада. Так это зрада. Вы понимаете, что у нас, говорит, разные карты. Разные. В США, в Европе, в России и у нас. Слушайте, так давайте составьте какую-то одну. І в якийсь момент ми все це узгоджуємо, розуміємо, де є ті чи інші проблеми, а де є ті чи інші маніпуляції. І тому ситуація в Покровській, вона складна. Вона там, ну, дивіться, всі їх сили. Там, ви знаєте, що в цьому напрямку 170 тисяч зосередження ворога. 170 тысяч. Подождите, так нам же говорили пару дней назад, что зашло 200 человек в город. Из 170 тысяч зашло 200 человек в город. Но сейчас потом говорят немножко больше. Ну, 170 тысяч, Покровск. Там всего 60 было до начала боевых действий. Дуже багато. Ну, прям дуже. І на ранок я розмовляв з главкомом. Змін в Покровську немає. В Покровську є русські, наші їх знищують потрохи. Так? Тому що треба берегти також особовий склад. Просто бігти там, а вони звідкись з цієї чи іншої будівлі, вони там ховаються.
Не знаю, Я, пане Гранте, з вашого дозволу, Так, додам так, декілька слів. Знаєте, коли ми говоримо за Покровськ, перш за все потрібно подякувати і ЗСУ, і всім силам оборони. Так, смотрите. Это какой-то... Ну, смотрите, мы сейчас дальше обсудим. Там Малюк наговорил. Короче, гвоздь программы здесь Малюк. Герой Украины, глава СБУ. Вот прям гвоздь программы. Значит, спрашивают Зеленского. Да, говорят, смотрите, Зеленский, ситуация, там россияне говорят котел, а что мы? Говорит, я видел много разных карт. Эти карты разные. 170 тысяч атакуют Покровск. Ну, какие-то группы зашли, мы их уничтожаем, это тяжело, потому что, смотрите, они там засели в домах, сидят, а мы тут, ну, вот как ГУР, да, вот только что мы показали, бегут, в общем, их выкуривают оттуда. И тут как бы нужна помощь зала, или как это, помощь друга. Он же вел, Зеленский, когда-то, кто хочет стать миллионером, адаптивную версию на украинском телевидении. Ну и как бы Малюк тут как тут. І мега професійно, мега віддано там працюють. То есть, смотрите, хорошо, Зеленский не отвечает на вопрос по Покровску. Говорит, видим манипуляции, сравниваем карты. Малюк, помогай. Малюк выходит, говорит, надо поблагодарить. Дякуемо. То есть, я просто сейчас, почему так это комментирую? Есть, какая бы она ни была, да, но есть журналистка, которая задала вопрос. Она задала вопрос на пресс-конференции, ей надо что-то написать по итогам, это ключевой вопрос, это топ, вообще, это топ-новость, это здесь нужен четкий посыл, конкретный, что по Покровску. А тут у нас Зеленский комкает, мямлит, намекает, что все вранье, есть много карт. А тут Малюк чего-то говорит, надо поблагодарить. Да, елки, понятно, что надо. Хорошо, давайте потом поблагодарим, а сейчас ответим журналистке на вопрос и поймем, что с Покровском. Але почати з того, що ворог вперше задекларував, що ми ось-ось на днях його візьмемо 1 рік і 3 місяці тому. За цей час вони пройшли 7 кілометрів. От мегапотужні фахівці в загальновійськовому напрямку. Не, мегапотужнее, это, конечно, этот самый. То есть, что делает Малюк сейчас? Он манипулирует. Он говорит, значит, надо сказать спасибо. Год и 3 месяца, типа, держался Покровск. Ну, то есть, смотрите, если убрать, скажем так, браваду, Малюк прощается с Покровском. Ну, это можно сделать такой вывод на самом деле. Если как бы слова Малюка переложить на текст и не смотреть на то, как он это говорит, а то, что он говорит. Ну да ладно, хорошо. Так що з Покровськом? Росіяни, ну в кавичках, зрозуміло, всього-навсього пройшли 7 кілометрів. Але вбитими вони втратили десятки і десятки тисяч. Я мовчу за поранених. Але сьогодні там всі поєднали сили. Ну, президент вам каже, наскільки потужне у них угруповання, проте воно стримується і щодня їх просто перемелюють. А їх відправляють на убій. Подождите, что-то не то сказал президент, говорит. Президент говорит, насколько мощная у них группировка, но они удерживаются и перемалываются. Ну, понятно. Так а що з Покровськом? Вибачте, Василь Васильович, кажуть, наприклад, наші фахівці, і важливо, щоб вони казали аналітику, вам показували з обох боків. Тоді можна зрозуміти, наскільки важко, але не тільки наскільки важко нам, наскільки важко і їм. Это, конечно, потрясающе. Смотрите, я просто... Вопрос был, что по Покровску? Есть окружение, нет окружений, угроза городу, отходить. Военные эксперты сегодня напропалую, наперебор говорят, отходите. Но это надо сохранить технику. Если есть возможность в это горлышко пройти, давайте пройдем. Если нет такой возможности, ну давайте что-то делать, чтобы проходить. Давайте, ну, есть вообще люди, которые комментируют, да, вот эти, как он говорит, Зеленский, есть аналитики. Они вообще говорят, елки, ну, надо было раньше уходить, как всегда. Все с опозданием. Абсолютно все з опозданням. І це важливо зрозуміти, тоді ви будете порівнювати і розуміти всю ситуацію, не тільки її складність, але що там відбувається. Як один з прикладів. Вони домінують дронами і дронами контролюють логістику. Але при цьому ви повинні розуміти, що ми також домінуємо з іншого боку дронами і також блокуємо їх логістику. Слушайте, вот это классная война. Все доминируют, понимаете? Все доминируют.
Я, если честно, ну, в каком-то необыкновенном шоке. Говорит, эти доминируют, и мы доминируем, все доминируют. Якщо коли ми кажемо, що наші хлопці, коли, вибачте, в деякі моменти світла погода, точно не будемо про деталі, йдуть там 5-10 кілометрів, буває таке, пішки, так? Якщо є насичення велике дронів і технікою не підвезуть хлопців, то ви повинні подивитись на той бік. І зрозуміти, звідки русські йдуть пішки. Ви побачите, що там десь в районі кілометрів 25-30 йдуть. Тому потрібно зрозуміти, що йде серйозна битва за Покровськ. Їм поставили завдання взяти цей Покровськ. Наш Покровськ взяти. Саме це місто взяти. Тому що вони не змогли взяти Суми, не змогли взяти вони Куп'янськ. Вони розуміють, що Куп'янськ програють. Все. Іде вичистка, також непросто, але це вже зрозуміло. Там до річки наші вийшли сили, блокували їх, вони вже так не можуть проходити навіть поодиноко склад. Тому зрозуміло, що це вони програють, це вони програли. Так, Добропілля абсолютно зрозуміло, Запоріжжя зрозуміло, вони будуть боротися за це. І піднімати максимально, каже Путін, що він там поїде в Покровськ. Так залюбки, якщо він приїде в Покровськ. Всі будуть аплодувати, ми розуміємо, чим все закінчиться. Ну вот, вы поняли, да? То есть мы поняли, ну, значит, Купянск уже проигран. Все, расходимся. Все, Купянск проигрывает. Доброполье проиграли. Путин говорит, в Покровск, так все понимают, чем это закончится. Это же четкий, понимаете, четкий намек на то, что там убьют Путина. Он поедет в Покровск, а его убьют. Понимаете, говорит, все понимают, пусть едет. Это же прекрасно, это же хорошо, пускай езжает, поезжай в Покровск. В общем, такая очень и очень мега жесткая сегодня пропагандистская история была на этом совещании, на том, как Зеленский говорил. Ну, конечно, по поводу Покровска тут можно... Смотрите, я не хочу там опровергать что-то еще, потому что есть разная там информация. Есть информация украинских военных. Она противоречит тому, что говорит сейчас Малюк и Зеленский. Но вы заметьте, и я хочу поставить акцент. А что они сказали по делу? Ну вот что они сказали по делу? То есть можно... Зеленский же начинает как бы играть в ту игру и вот как бы словесную. Он же говорит, а давайте посмотрите на ту сторону, посмотрите на эту сторону. Ну так давайте послушаем там 3-дневной или 4-дневной давности Путина, который заслушивал доклад, как ему докладывают военные, как он проводит совещание с военными, и по ситуации в Купянске и Покровске. И что сейчас мы видим здесь? Ни Малюк, ни Зеленский ничего не сказал о ситуации в Покровске. Ничего. Просто сложно. Посмотрите, они идут, и мы идем. Там доминируют. Будут, короче, летаки будут лететь, будем всех бомбить, понимаете? Ну, это же просто какой-то идиотизм. Это идиотизм, это вот как бы уровень верховного главнокомандующего. Уровень даже словесный, понятийный аппарат. Вот это вот мы послушали, как он... Вот что мы, какой мы можем сделать вывод? Что будет с Покровском? Нет, я-то как бы... Каждый свой сделает вывод, напишите в комментариях, прям интересно. Вот мы прослушали фрагмент совещания это вопрос сейчас военный, конкретно. По фронту. Купянск, короче, уже все, там дозачищают. Купянск уже вообще, то есть, как бы освободили опять, в который раз. Покровск, там сложно, у них 170 тысяч, но мы их перемалываем, понятно, 200 человек зашли, говорит Генштаб, ну, сейчас, может, больше, там, 400 зашли, ну, ничего страшного. Ну, то есть, абсолютный какой-то белый шум. Но ми всім должны подякувати і всім сказати спасибо за то, что год и там 3 месяца эта тема говорит. А что на земле? На земле вот. Очень все просто на земле, понимаете? Просто очень. Едет украинский танк «Леопард» и подрывается на дроне. Как называют его? Дрон «Ждун». То есть, видите, ровненькая выстеленная дорога в Донецкой области, там
Большая стройка, сделали дороги, и он прям едет по дороге, украинский танк едет по дороге. И наталкивается на дрон «Ждун». То есть, во-первых, он не поедет не по дороге там еще сложнее ехать, грязище, видите, какая погода. Едет по дороге, там его уже, там все в дронах, но мы же тоже доминируем в дронах. Русские доминируют, и украинцы доминируют, все доминируют, вот такая война. Но, конечно, самый сок сегодня это вот тема Орешника на этом совещании. Это просто что-то с чем-то. Значит, Малюк уничтожил Орешник, оказывается. Никто об этом не знал, никому не говорили, нигде информация не просочилась, ни в какую прессу. Причем вроде как речь идет о 23-м годі. І що стосується Орешника, у них була можливість 3 пострілів. Вони, ви знаєте, що в принципі не секрет, так, Василь Васильович? Ну, до речі, до цього ми жодного разу це не озвучували, але коротко лаконічно можемо сказати, що один з 3 орешників був успішно знищений На їх території. на їх території, на Капустиному Яру. На Капустином Яру, на их территории, один из 3 орешников был уничтожен. Тут что имеется в виду? Пусковая установка или сам, там, не знаю, боезапас. У них же было 3 выстрела. Подождите, а пусковая установка это выстрел? Ну, в общем, тут не надо задавать наводящие вопросы. Смотрите. 3 орешника было, а один Малюк уничтожил. Силами ГУР, СБУ і СЗР. Ну це вже ми не будемо Це важливо. говорити, які Тобто один не деталі, але знищили. це була дуже успішна місія, і на той момент ми жодного слова про це не казали, пройшло вже багато часу. Смотрите, слушайте, я недооценивал вообще Малюка. Да он красавчик. Вы смотрите, как он отыгрывает. Смотрите, вздыхает, устало, говорит, мы не хотели говорить об этом, но вот вы же знаете, и так вот, ну, нехотя нам говорит. То есть это на самом деле сенсация мирового уровня. СБУ, то есть нет никаких, смотрите, ни видео, ни фото не представили на протяжении целого дня, да, никаких подтверждающих данных, но украинские спецслужбы на Капустином Яру уничтожили одну из 3 пусковых установок Орешника. І смотрите, як об этом говорить Малюк. Можна говорити, значить, вже один вони застосували, ви пам'ятаєте. Ми вважаємо, що так, Ілля Іванович, десь є ще 2 постріли. Є один, але ми вважаємо, що в цьому році було виготовлено, можливо, до 3, і сплановано на кожен рік. То 6. Значит, был один, Олег Иванович, конечно, там... Смотрите, я не могу понять... Нет, ладно, Малюк себя вот так вот... У него сегодня бенефис, у Малюка, он сегодня звезда. Очень скромный это разведки, да, начальник. Не Буданов, смотрите, не Буданов. Олег Иванович, это там другая разведка. И он говорит, ну вот смотрите, мы там скромненько, там они еще изготовили, мы это... И говорит, до 6. Смотрите, ему не хочется слушать таких, как Олег Иванович. Ему хочется вот это. Вот таких, как Малюк, хочется слушать. Ну, вот как он проводит совещание, просто мы сейчас наблюдаем. Это совещание, на самом деле, ну, это такое, это сродни кварталу. Вот как они собираются и шутки придумывают, сценарии выписывают, там, составляют этот самый райдер перед выступлением. Вот это вот, у меня перед глазами вот эта картина, но не воюющая 4-й год страна. Тобто це те. Що тут важливо і нашим колегам в світі, ми бачимо карти. Вони хочуть розміщення Орешника в Білорусі. Опять мы какие-то увидели карты. Но тут он не уточнил здесь Зеленский, какие карты мы увидели. Те, которые показывают, те, которые... Короче, какие-то карты. Ну там же разные карты смотрит Зеленский. Но мы тоже какие-то видим. Они хотят в Беларуси Орешник. Ничего себе. Так, ми розуміємо, приблизно у них радіус дій 5500 кілометрів. І є мертва зона, скільки 700 кілометрів. Тобто європейцям, особливо в Східній Європі, треба звернути на це увагу, і нашим балтійським колегам, та й всім. Треба звернути на ці ризики. А не хочуть вони спровокувати нас, щоб ми знищували? Якщо можна, я закінчу, а потім ви всі питання, якщо так, як нам. Так, що стосується... Вы поняли вопрос вообще? А не могут ли они нас спровоцировать, чтобы мы ударили по территории Беларуси? То есть вы поняли, как бы,
ну, ход, да, говорит, да не, это потом, это вот давайте так, это потом, ну, у меня же совещание, у меня квартал, тут надо кейтеринг поставить, здесь надо за кулисы стаканчики с водичкой, а тут пресс-конференция будет, здесь нужно, понимаете, вот как, вот это потом. Они говорят о страшных вещах. Я думаю, что нечто подобное, в принципе, известно многим разведкам, в том числе и белорусской разведке, потому что сегодня Лукашенко, конечно, тоже решил выйти на авансцену и отжечь несколько сенсаций. Ну, во-первых, оказывается, этот Протасевич, которого сажали и арестовывали, это, ну вот прям герой Белой Беларуси. Оказывается, он разведчик. Оказывается, он завербованный. Представляете? Ой, завербованный вот этот Протасевич. Причем он сейчас там сварщиком где-то работает, и к нему обратились, он говорит, я слышал, что сказал Лукашенко, да, это правда, но больше ничего сказать не могу. То есть у этих всех, наверное, там оппонентов Лукашенко так все, знаете, как-то и упала челюсть. Протасевич, елки-палки, завербован. То есть и это прошло уже сколько лет. Я думаю, что мы очень многое узнаем о сегодняшних, скажем так, даже вот этих лицах, которые мы смотрим в шуме, и то, что мы от них слышим, что потом как-то вдруг все удивятся, кто где был завербован. Ну вот это один такой сегодня выстрел Лукашенко, ну а второй, конечно, что касается Орешника. Орешник, страшное оружие, в декабре станет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Вот так вот. Сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь, ведь война начиналась в Украине с этого. На Донбассе гнобили русскоязычных, те, кто разговаривали на русском языке, убивали, травили. Это было на моих глазах. Собрались в Минске, договорились. Оказывается, не договорились. Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули, допрыгались. Уже 2 миллиона погибло человек, искалечено, украинцев. Ну чего вы нарываетесь? Нормально жили и поляки, и литовцы, и так далее. Смотрите, этот месседж и гнев Лукашенко, он чем-то вызван. Какой-то непубличной информацией, какой-то конкретной. Ключик к этой публичной информации, для того, чтобы сопоставить и проанализировать факты, это в том числе был вопрос журналистки, которая, смотрите, она это не с потолка взяла. Она фактически вот выдала базу. Она говорит, так они могут нас спровоцировать? Нас, в смысле Украину, спровоцировать, чтобы мы ударили по Беларуси. Вот вам и сценарий ядерной войны. Ларчик просто открывается. Лукашенко кричит благим матом, говорит, мы бахнем, сядем и бахнем с Путиным. То есть за кулисами вот эта бравада Зеленского, она еще больше, создает резонанса, еще больше. Поэтому вот такая реакция. Ну, знаете, как это? Все же ищут стабильности. Тут Лукашенко говорит, давайте мириться. Вы же помните, что у Лукашенко его руководитель КГБ говорил, что надо найти контакт с украинской стороной. Это было где-то неделю назад, полторы, но, видимо, нашли. И сейчас Лукашенко в ярости, рассматриваются какие-то карты Беларуси с этим Орешником, куда там мы ударим. То есть, смотрите, все очень просто. Орешник придет на боевое дежурство и будет уничтожен на территории Беларуси. Это все доктрина, это все ядерная война, тем более, что есть ядерное оружие у Беларуси. Оно российское, но у Беларуси. И там, вы же слышали, сядем с Путиным и решим. И бить будет Лукашенко, но оружием Путина. То есть мы сейчас на пороге такого достаточно интересного всплеска. Ну, есть постоянная, конечно, величина, это вот Гордон с женой. Путин наложил в штаны, потому что там уже не красные линии начались, а коричневые у него. То есть, вот я понимаю, так легче жить. Выходит с стрижкой коленочка
известнейший Дмитрий Ильич, и говорит, Путин наложил в штаны, там коричневая линия. Жена. И умиляется им. Потому что, извини, наложить санкции на две крупнейшие нефтяные компании, которые добывают и продают больше половины русской нефти, это уже серьезная история. Боже, как она его слушает. Это уже Трамп им хорошенько наподдал. И у них загорелось очко у Путина в результате. И он отправил этого опарыша. Слушайте, не моргнет даже. Очко, опарыши. В Америку. Типа вот голубь мира поехал, давайте все-таки договариваться. Но они не поняли главного. Ты знаешь, Путин, конечно, лоханулся. Наконец-то. Я давно ждал, когда он лоханется, скотина. Он лоханулся. Потому что нельзя было так безобразно повышать ставки. Тебе уже сказали, он не понял главного. Тебе сказали. Что у нее с губами? Что у нее там, вот это вот, что это, о чем это? О чем она думает? А он-то лоханулся. Я сразу вспоминаю к Скоморовским. Мы лохи, мы не лохи. Американская цель, стратегия, американская вообще схема, это когда останавливаемся по линии боевого столкновения. Останавливаемся. И Россия, и Украина. И дальше переговоры. Вот американская цель. И вот американское видение. Путин этого не понял. И второе, чего он не понял, это то, что переговоры теперь будет вести не Витков, а переговоры будет вести Рубио. Трамп же четко сказал, теперь переговорный трек в руках Рубио. А кто такой Рубио? Надо кому-то рассказывать, как он любит Россию, как он любит Путина, как он любит коммунистов вообще, как он любил Советский Союз. Рассказывать не надо, это враг. Враг всей этой фашистской хрени. Рубио враг фашистской хрени. Он теперь будет вести переговоры. И всегда был последовательным их врагом. И все, и точка. Путин этого не понял. Путин не понял, что Трампу осточертело все. Не надоело, нет. Осточертело, потому что нельзя так долго издеваться над здравым смыслом, и нельзя так долго бряцать своим несуществующим буревестником и всякими орешниками, потому что это на Западе, кроме смеха, ничего не вызывает. Ну хорошо, запустил ты там что-то. Это еще надо проверить или запустил. Как оно 14 часов могло лететь? Это же вопрос тоже. Куда и откуда? Угу. Ну хорошо, запустил ты. Дальше что? Ты что, собираешься нам угрожать Америке ядерным оружием? Мальчик, ты что? Там, где ты учился, мы уже преподавали. Ой, тут аж как-то теплее становится, да? Теплее где-то. Ну, у кого на груди, у кого в штанах, у кого еще где-то. Ну, то есть, понимаете, в чем? Ну, все, мальчик, где учились, там преподавал. Кто преподавал? Трамп? Сколько сроков у Путина? Сколько у Трампа сроков? Ну, кто преподавал? А Рубио? Рубио – великий мыслитель? Нет, мы все прекрасно понимаем биографию Рубио, его там выход, он выходец, там неокон, и все понятно. Но по сути, ну это же совершенно другая история. Тут как бы наоборот надо, если так посмотреть на команду Трампа пристальнее, кто откуда, и посмотреть условно на кремлевских старцев, как их называют, да? Тут уже понятно, кто где преподавал, а кто где учился. Но это не надо, в этом не надо разбираться. Тут главное посмотреть на Гордона. Я думаю, зачем им нужно вот это, да? То есть вот выходит Гордон, и вот это вот все, вот это красные линии там. Это модель. Человек смотрит, ну вот, например, женщина смотрит, да, и они себя вот как бы ассоциируют с этой Гордонихой, Бацман, да, и в принципе вот так формируют аудиторию. Я раскусил этот загадочный, все не понимали, что они сидят в разных комнатах и друг другу дают интервью. Вот зачем. Чтобы Гордона с этим всем пролетарской ненавистью, которую он жжет, чтобы его слушала вот так женская аудитория. Ну и тогда, соответственно, там просмотры, репутация, рейтинги и домохозяйки просто в восторге. Ну, это Гордон. Насчет ракет, которые не летают. Сегодня стало известно, что Россия, ну как сегодня известно, сегодня написали, да, и вот этот Сибига, один из фигурантов нашего сегодняшнего опроса, проголосуйте, если не проголосовали, он сообщил, что Россия начала запускать по Украине ракету 9М729, которая может нести ядерное оружие. Запуски начались несколько дней после встречи Путина и Трампа на Аляске. С тех пор Россия запустила эту ракету по Украине 23 раза.
То есть это некая другая ракета баллистическая с, скажем так, ну, с таким достаточно опасным, возможно, да, возможно, опасной начинкой. Нет, понятно, что и другие уже часто запускаемые по Украине модели, они тоже, да, несут, есть вероятность, что несут ядерное оружие. Дело не в ядерном оружии. Дело в том, что это новые образцы, и они испытываются. Украина же полигон. Ну так а что Европа? Сегодня тоже Эль Мундо, испанская, написала, говорит, 4 ноября зовут 35 стран на коалицию желающих. Они будут заседать, и всем было сказано отдать мобильные телефоны. Что-то, мол, такое секретное. Но украинский МИД, уже подчиненный Сибиге, не сам Сибига, говорит, не-не-не, смотрите, все нормально, нет никакой секретности, вообще обычная проходная встреча 4 числа, непонятно, почему так Эль Мундо пишет, мол, не переживайте, обычная коалиция желающих. Все, не волнуйтесь, телефоны сдавать не надо. Ну, то есть все поняли, да, что как бы подняли какой-то статус, а потом резко приспустили, потому что это невыгодно Украине, чтобы все внимание было приковано настолько к коалиции желающих. О том, что из себя представляет Европа, сегодня тоже, ну вот условно писала западная пресса. Вот эта карта опубликована Евроактив, с сообщением о том, что подразделениям НАТО могут понадобиться недели, чтобы добраться до Украины в случае нового нападения Российской Федерации. Что такое новое нападение Российской Федерации, непонятно. Это, видимо, все-таки просчет того, что как-то война остановится, и условно, да, условием, если возобновится война, то тогда попрут европейские военные в Украину. И вот они тут маршрут проложили. Короче, при готовности, даже при готовности предоставить Украине гарантии безопасности, перебросить войска через Европу будет занимать очень много времени из-за бюрократических процедур и ограничений на передвижение тяжелой техники. Отмечается и называется дата, что разрешение на проезд техники нужно от каждой страны. Подавать это разрешение надо за 45 дней. Ну, Еврокомиссия сейчас пакет реформ, конечно, рассматривает, чтобы это все быстро-быстро могло быть. Но представьте, то есть Европа говорит, Украина, мы будем за тебя воевать. Вот сейчас война остановилась, и будем за тебя воевать. И говорит, о, хорошо. Тут раз спровоцировали новую войну, а потом оп, и надо перебрасывать технику, вооружение, там какие-то армии, чего-то куда-то. Надо за 45 дней подать заявку. Ну и вот, пожалуйста, продержитесь там 45 дней, заявку рассмотрят, потом еще техника поедет. Недели пройдут. Об этом пишет Евроактив. Это вот, что просто для понимания, что такое Европейский Союз, их нормы, правила, бюрократические процедуры и жизнь, которая идет в Европе сейчас. То ли дело вот в Украине. Ну, Малюк, конечно, сегодня красавец. Малюк сегодня гвоздь и номер один. Все выходные будем говорить про Малюка и только про него. Ворога, давайте відверто визнаємо, дуже сильне ПВО. І найкраще по нашим безпілотникам дальнобійним працює їх панцир. Так от з початку 25-го року по сьогоднішній день ми знищили 48% ворожих панцирів. Це сьогодні пріоритет, він визначений президентом України. Вони виробляють 30 в рік, але кількість знищень набагато перевищує, ніж вони виробляють. Тому ми над цим працюємо, ну а за результатами, як завжди, будемо вас тішити і інформувати в офіційних комунікаціях. Не, Малюку можно, Зеленскому нельзя. Он говорит, будем вас тишити. Ну, как бы, будем вас утешать, да, вот как бы подбадривать. Тишити будем, развлекать. 48% панцирей уничтожила украинская сторона, представляете? 48% всех панцирей. А чем уничтожили? Ну, наверное, тем, что панцирь хорошо отрабатывает по этим целям. Вот их запускают по этим панцирям. И панцири вот так. Пол панцирей. И они не успевают их производить, а Украина уничтожает. Вообще, слушайте, так на самом деле можно очень долго воевать. Так можно вообще всю жизнь воевать, представляете? Это прям классная война. Вот послушать Малюка, слушайте, будем вас тишити.
Будем вот это все. Шахеды сейчас там летят, да? Вот эти 50 было, ну вот в начале эфира по картам мониторинговых. Смотрите, полпанциря уничтожили. Все. Все скоро уничтожим. А воевать можем вечно, всю жизнь, как Корчинский завещал. Воювати вічно. Ми будемо воювати вічно. І чим більш переконливо ми це собі скажемо, тим, можливо, швидше воно закінчиться. Треба просто собі сказати, що відпочинемо під кришкою. Власне, у нас попереду вічність і для спокою є Царство Небесне, а сюди в це життя ми прийшли для того, щоб провоювати заради великої пригоди і очікувати, що тут щось заспокоїться, навіщо? Ми не для цього тут, на цій землі. Ну, вот. Мы вообще не за этим. Вы хотите покоя. Вы отдохнете под крышкой гроба. Успокойтесь. Там будет царство вечное ваше там внизу. Вот это туда. А тут давайте все сейчас вот это вот воевать. Слушайте, а мне кажется, что вот такие подобные реляции и подобные посылы, как у Корчинского, вообще, конечно, это прям жизненная позиция. Вообще, это вот прям, помните, вот эти были скандалы, там, курсы всякие, там, Блиновские, еще там с армянской фамилией какие-то были, ну, которые курсы продают и, в общем, живут. Инфо-цыгане их еще называют. Ну, хотя там есть реальные люди, которые помогают людям, кому-то помогает, кому-то не помогает, там, коучи, наставники. Мне кажется, Корчинский классный коуч для украинского народа. Говорит, что это вы? Отдохнем, когда умрем. Под крышкой гроба, там все будет спокойно. А тут давайте, надо вечно воевать. Вы чего? И, по-моему, на украинцев это стало действовать. Сегодня очередные шарады от КМИС пришли, а их по-другому назвать нельзя. Это шарады. Короче, вопрос. Ну или как, голосование. Украинцы, два утверждения. Утверждение первое. Украинцы понемногу преодолевают внутреннее, скажем так, противостояние и идут путем, скажем, сообща, да, и, в общем, сплочения политической нации. И второе, что внутренние всякие распри среди украинцев только углубляются, и украинцы идут к расколу. Короче, объединяется нация или к расколу идет? Ну и тяжело сказать. Смотрите, в 2020 году, в октябре, 35% только думали, что мы объединяемся. И 58%, что, ну, раскол. 23-й год, там вообще 69%. В 23-м году, это уже война, понимаете, 69%, что мы объединены. В 24-м немножко подкосило, наверное, контрнаступ не получился, только 53%. Ну вот поперло, слушайте, в мае, июне вообще 61%. Сейчас, сентябрь-октябрь, 63% считают, что украинская нация объединена и объединяется. И только 30% считают, что раскол. То есть за раскол треть, ну или как оценивают ситуацию как раскол. Ну и параллельно с этим образ будущего. Это тоже очень интересно. Украина через 10 лет будет процветающей страной в составе Евросоюза, или через 10 лет будет страной разрушенной и большим оттоком людей. Значит, опять-таки, тут не спрашивайте логики, это надо у социологов спрашивать логику. Можно быть и страной Евросоюза с оттоком людей, и разрушенной, ну, особенно по сравнению с тем, что было до войны, ну, неважно. Короче, 56% считают, что через 10 лет будем в Евросоюзе, и все будет хорошо, и процветать будем. А 31%, опять-таки, эти треть неверующих считают, что так, ну, ужас и кошмар. Мне кажется, вот это вот коучинг Корчинского, он и таких, как Корчинский, он как-то, вот знаете, он влияет на людей. Бурнейшая просто, необыкновеннейшая история произошла. Вчера не стало известно. Ну, вы видели эти все видео, да, на 7-м километре в Одессе. Вот интересно среди этих людей провести опрос. А вот они думают, как? Да, будет через 10 лет. Или, например, мы к расколу идем или к единению? Ну, 60% что к единению, но не на 7-м километре. Там у них своя атмосфера.
Много были этих видео, где повалили бус, он, в общем, разбили его. Причем самое интересное, ТЦКшников не тронули. Ну, то есть никто там не забит, нет никаких там ужасных, просто их выгнали. И всю злость, направили на этот автобус, микроавтобус. Интересно, что администрация рынка, опять, они все сделали очень предсказуемо. Администрация рынка прокомментировала этот інцидент так. Наскільки ми знаємо, це не наші співробітники. Ймовірно, це вантажники якихось баз, тому що вся вулиця Базова – це забагато складських баз. І тут працює людей навіть більше, ніж на всьому 7-му кілометрі, на самій вулиці Базовій. Тому хто конкретно, які вантажники, яких баз учинили цей конфлікт, ми наразі не знаємо. Короче, это все грузчики. Грузчики наваляли военкомам. Это вообще не работники рынка, это могут быть вообще-то просто склады какие-то, что-то, и вот они, вот это все. Это не к рынку, нет претензий. Понимаете, можно, конечно, там эту представительницу администрации рынка, обструкции подвергнуть и там раскритиковать очень сильно. Но не надо этого делать. Она она понимает, что война, ей надо сохранить свое рабочее место, предприятие, чтобы оно функционировало, сам рынок, сами вот эти все, скажем так, и логистику какую-то, и как-то вот, чтобы власть, потому что, тем более, власть поменялась, да, был Труханов, стал Лысак, Кипер доволен, сейчас они там вообще занимаются чем ни попадя, по-своему там, да, с этой Одессой. И рынок 7-й километр тоже может попасть под эту гребенку, поэтому осуждать не будем представительницу рынка. Но тут тоже интересно. То есть грузчики совершенно разных предприятий объединились, абсолютно разных складов, чтобы навалять ТЦКшникам и изуродовать их машину. Понимаете? То есть все-таки нация склонна к объединению. А я вот это вот критикую КМИС, а они, оказывается, правы. Этот комментарий, тоже, кстати, разошелся везде. На самом деле микроавтобус ТЦК в Одессе никто не переворачивал. У него случился приступ эпилепсии, он упал и разбился сам. Его повторили многие, в том числе и, я увидел вот здесь. Так это и есть, слушайте. Это, конечно, все очень весело, грустно одновременно, потому что сколько людей покалечили, убили, изуродовали, еще даже не доставив никуда, еще даже там, не на войне, а просто в отстойниках отметелили до потери сознания. А потом написали, сказали, ой, да это он сам упал, подскользнулся, упал, ударился головой, или там эпилепсия у него была, или еще что-то. Реакция на 7-й километр, понятно, какая у разного рода потужных. Вот это вот Алина Михайлова. Это та, которая себе Мерседес в кредит взяла, та, которая там, в общем, говорит, не надо, вот это все, жируйте здесь, а сама с Мерседесом и отдыхает на морях, на яхточках купается. Она в медсанчасти работает, то есть в медподразделении. Значит, в очередном нападении на Когутни на ТЦК. Когутни это, Когут это петух, да, то есть птица, петух. Когутни это как петушиное место, да, петушарня, вот так. На ТЦК для меня много чего непонятно, пишет она. Непонятно, почему полиция молча жует сопли и не применяет законом силовые средства, которые разрешены. Непонятно, почему эта полиция не уволена с работы за профнепригодность и поехала, в общем, не поехала по ускоренной процедуре оборонять Покровск или Купянск. Непонятно, почему СБУ не поставила на место в общем, на 4 кости эту когутню, и в идеале с конфискацией имущества и физиологическими, вот это тоже непонятно, это она, физиологические средства, это что она имеет в виду? Физиологические, образованный человек.
Ну и понятно, что она продолжает, что неясно ей, почему военнослужащие ТЦК не достали табельное оружие, как этого требует статут, и не наделали дополнительных отверстий в тех когутярах, ну это петух, когут-петух, если не из чувства достоинства, то хотя бы из инстинкта самосохранения. Не понимаю, почему государственное военное руководство, которое там профукало мобилизационный процесс, до сих пор в общем, не наказано. Никакой ответственности нет, и, в общем, как вообще удержаться в этой войне, ну, такие вот у нее мысли по этому поводу. Есть еще один буйный, это Вахтанг Кипиани. Значит, что пишет он? Одесса. Ну, мне так нравится, как они пишут, вот это, знаете, как будто, ну, как это, как будто вот такие новостейная сводка. Вот, все, у него новостейный прям, не он мнение пишет, новостейный канал. Одесса. Опять нападение на военнослужащих. Заметьте, не ТЦКшников, военнослужащих. Лица. То есть, давайте разберем. Это прям очень интересно. Опять нападение на военнослужащих. Значит, не ТЦКшников, а военнослужащих. Акцентик поставили. Лица преступников есть на видео. Дальше сейчас покажем свежие выпуски бусификации. Лица как раз-таки этих военнослужащих, ТЦКшников, практически всегда есть такие, которых не видно на видео. То есть они бусифицируют в масках, а эти с открытым лицом. И вот он пишет, это враги. Вот если это враги, то те, получается, друзья. Если местные правоохранители не могут или не хотят их наказать, то должны быть отправлены с области те, кто это сделает. То есть, опять, я вот просто вспоминаю 2014 год, пускали слухи вот эти там по Луганску, там по другим городам, да, едет в автобусах правый сектор с цепями, там с вот этими с Майдана. Вот они сейчас как бы, ну, есть вот это вот, они сейчас прут, и все, соответственно, должны переполошиться. Вот он сейчас Кипиани призывает к этому же. Миссии, командировки из одной области в другую ТЦК не присутствует. Но он сейчас говорит, надо ментов взять с другой области или с области и прям в Одессу отправить, чтобы они навели порядок, ну, как бы не у себя на земле. Это очень интересный такой призыв. Никакой ценности этот российский биомусор не имеет. Разве как электорат для новой партии Бойко. Это мы уже проходили. То есть это вот эти люди, которые наваляли ТЦКшникам, это российский биомусор. Понимаете? Биомусор. Электорат партии Бойко. Партию Бойко запретили? Бойко что там? Бойко не нормально себя чувствует. Но он же хочет унизить, хочет вот это вот, понимаете? То есть это биомусор. И поэтому надо гнать вот всех вперед и вот с других областей. Хорошо. А давайте перенесемся в соседнюю область. Вот Одесская, а есть Винницкая область. Я когда увидел это видео, был обескуражен. Ну, помните, да, какое слово заменяет слово обескуражен? Коротше, дивіться, який двіж. Зупинили мене по дорозі. Поставили такі фішки, вон там трохи стоять за дядьком, бачите. Кидають сухі дерева. Знаєте, хто робить? Кажуть, та ви що, ще ТЦК їх забере. Але ви подивіться на них. Бабы, ой, извините, женщины. Упало дерево на дорогу, 20 километров от Винницы, село. Вышли всем селом. Вот это вот так же обычно и есть, да? То есть местные подтянулись, распилили дерево. Деды и женщины. Дядько каже, нема вже людей в селі, подивись, жінки, пенсіонери. Каже, залишилось пару вчителів. І вже в селі нікого нема. 20 кілометрів від Вінниці. Я вже мовчу, що далі. Печаль, біль. Пора цю війну прекращати. Да ладно. Эту войну надо прекращать? Как прекращать? Так там же под крышкой будет покой.
Чего ты? Не, давай ты, ну, боль у тебя, печаль. Ты это успокойся, житель Винницы или там проезжающий мимо села в Винницкой области. Ты не надо, ты что? А как же, надо же этой волонтерке Михайловой, этой Медыкине, надо же выплатить ГМЛ или как там у нее, Мерседес в кредит она взяла. Надо же выплатить кредит, потом уже давай потом посмотрим. В смысле прекращать? Не будет этого села. Не будет. 2 пенсионера, 1 какой-то учитель, и остальные бабоньки вышли и давай дерево убирать. Некому дерево убрать, понимаете? Нет мужских рук в селе. А почему нет? Да вот почему. Вот, смотрите. Обычное село. Смотрите, идут двое. Едет, Дастер вот этот полицейский и еще там. И прям, смотрите, получилась вот прям внезапная облава. Оп, оп, оп. Мужики почуяли неладное, побежали. Вот за ними погнались. Это сафари. Это сафари. Тут едет другой, встречка перегорожена, вроде как сдал назад. Встречку пропустили. Причем полицейский не бежит, из гончих есть кому. Это не Винницкая область, это на западе страны. Как это Потураев говорит? Искусственный интеллект. Конечно. Вот еще один пример искусственного интеллекта. Вот так вот, нормально. А чего? Лицом об асфальт. Потянули. Микроавтобус. Это город Днепр. Так, на минуточку, смотрите. 4-5 засунули. Давай служить. Эх, весело будет тебе. Родину защищать. Девочка, что там могла она сделать? Она только сняла. Причем все делает, видите, очень быстро, оперативно, чтобы не успели собраться люди. Люди, чтобы не успели собраться. Быстро. Раз, одним движением, за руки, за ноги, вот прям туда вот вталкивают, забрасывают, как в мультфильмах. Вот так, бум, и вот так вот, и все. Был человек, нет человека. Это вот Днепр. Что там с ним случится в этом бусике? А кто знает? Может, знает адвокат Протас? Пане Олександре, ви адвокат. А наскільки до вас часто звертаються люди, які скаржаться саме на корупцію в роботі ТЦК? Давайте з цього почнемо. Практично кожен день. Кожен день? Практично кожен день, по декілька разів в день. Ці цифри, я не думаю, що народним депутатам невідомі, але регулярно людей хватають, випустить із бусика, там те, що є, вигребуть з карманів, випустять $1000. Для того, щоб вийти з ТЦК там, від 3 до 5 тисяч доларів, вийти з отієї славнозвісної зрошувальної 17, там уже цифри 8 і 15 тисяч доларів називалися. Якщо ви не знаєте, я вам ці цифри назвав. Якщо хочете, я вам кожен день можу... Дайте мені номер телефона, і я вам буду повідомляти. Кожен день. Чому ваші клієнти ДБР не працює, на жаль, в цьому напрямку. Стосовно ДБР, по випадку оцього, коли загинув мій клієнт, коли його фактично вбили, ДБР досі на мій адвокатський запит не дало мені відповіді, чи порушили вони кримінальну справу. А ми за статтею 146-1 мати Сопіна подала ще у вівторок. Вони протягом доби мали зареєструвати кримінальну справу, це чисто ДБРівська справа за цією кваліфікацією, але навіть на адвокатський запит я не отримав відповіді. То есть, смотрите, это адвокат, который занимается тем, что защищает, кого получается, некоторых убивают, видите? Говорит, моего клиента убили, а мне даже ничего, есть уголовное дело, нет. Это вот там с бородкой, это нардеп Федиенко, он любит такие потужные, Скороход Анна, да, и вот Федиенко, народные депутаты. И он говорит, да, говорит, ко мне обращаются, да, вот вам таксы, вот вам стоимость, вот вам конкретная цифры, с кармана все сразу вытрушивают. Если есть еще, заносишь, ладно, отпускают. Нет, там уже на месте решают. Убили человека,
И адвокат не может получить вообще от этой ГБР, Госбюро расследований, которое занимается преступлениями в ТЦК, на которое вот этот депутат с бородкой, он же от «Слуги народа», говорит, ДБР все расследует, ничего не расследует. Ну он и что, и он заткнулся, понимаете? Хотя так вроде как хорошо нападал на него, на адвоката. Тому, коли як ви кажете, до ДБР і таке інше, я вам розкажу, якось спілкуючись з військовим прокурором в Печерському суді, ми сиділи там, перекидувалися фразами, я кажу йому, я неодноразово звертався до військової прокуратури з повідомленнями про факти побиття, про факти Швайка решил сфоткать. Ой, Швайка, на память. пограбування. Він каже, нам заборонено навіть заходити на ту зрошувальну. Одразу 114-та, це перешкоджання Збройним силам, і без права застави знімають з посади і саджають в слідчий ізолятор. Це те, якщо ви цього не знаєте, я вам про це повідомив. Треба починати казати правду, бо правда вбиває. І вбиває не тільки віру, а вбиває і людей. До мене звернулася адвокатка Петрова з Запоріжжя, у якої ще в січні місяця вбили сина в ТЦК. І вона 5 місяців не могла навіть встановити обставини. Зараз я намагаюсь їй допомогти. Слідчі ДБР, людина побита, якщо хочете, я фотографії оприлюдню, слідчі ДБР досі, навіть коло осіб, які були з ним в підвалі, які били, які чимось його кололи, не встановили досі. Я звертався до Генерального прокурора, назад все закинули до ДБР і так і залишили без розслідування. Депутатам зробити в цій ситуації? А що депутат реально може зробити? Об'єктивно досліджувати і казати правду, не закривати очі. Якщо вам невідомо, я вам розказую, будь ласка, поїдьте до цих не навчальних центрів, не оці Потьомкінські деревні, а навчальні центри, там, де стоять оці тазики, де люди у відро ходять у вбиральню. Олександр вже від вас хоче отримати Я ще від пані Ганни, що від вас вже питаю третій раз, який номер навчальних центрів? Номер який? Івана Вигівського, 13, місто Київ, розподільчий центр. Поїдьте і подивіться. Це там, де вбили Романа Сотина. Подивіться умови. Ще раз, навчальні центри. А розподільчий центр... То есть, смотрите, он его, ну, конкретно этот, с бородкой сбил в чем? Ну, во-первых, там и ведущие, конечно. А что могут сделать народные депутаты? Ребята, человек рассказывает о трагедии, о конкретных случаях, с конкретными фотографиями. В Запорожье свой случай. Он называет конкретные адреса. Вот этот Александр Протас, адвокат. Он называет конкретные улицу и номер дома. Они говорят, что могут сделать... А ты говорит, назовите мне номер учебного центра. Он же только что в своей речи сказал, не надо вот эти потемкинские деревни, там, учебные центры. Ты в отстойник загляни, ты ЦКшный. А те его сбивают, говорят, в учебных центрах хорошо. Не люди. Це не люди. Навчальний центр – це трошки інша історія, то треш, його треба брати на контроль, але ще розподільчий, але ми кажемо про навчальний центр, питаю ще про навчальний центр. То есть, поняли? Мы вообще о другом. Чё ты тут пришел, Протас? Убили у кого-то? Ну, помяни, поди тихонько. Успокойся. Мы о другом. Мы говорим об центре обучения. Мы об этом не говорим. Понимаете? Киев. Мобилизация. Попочка! А дітей чому? Сука! Не воюють. Да, чого ви не воюєте? Скільки вас, блядь, ходить? Оці отакі ламають. Ужас, что? Ну, просто его. Просто завалили и издеваются. Полицейские, ТЦКшник, люди собрались. Вы думаете, почему они так в Днепре быстро? Быстро. Почему? Потому что надо, чтобы люди не собрались. Потому что, как люди собрались, ну, это как бы и позорно, и сложнее уже. Надо там против женщин толкаться, еще чего-то. Уберіть руки від нього! А чого ти б'єш? Ви знаєте? Що вообще уже, блядь? Фашисти. Випускайте. Відпусти дитину. Він просить, ні, а тепер зніміть його на камеру. Так, знімаємо на камеру, я знімаю. Ну, так. Ну, а как еще решить вопрос? Ну, так. Ну, так, раз и все. Черкасы. Мужик залез на стремянку. И там же, видите, там магазин животных. Уже как вот от собак, понимаете?
Мы пацанами в детстве гуляли по дворам, бродячие собаки увязались за тобой, ты вот это вот должен побежать, запрыгнуть повыше на дерево и сидеть и ждать, пока они там им не надоест, и они не уйдут. Желательно подальше. Уже вот, и там, смотрите, зоомагазин, все подходит. Он залез наверх, там, да, ну как его же сбивать не будешь, он же упадет, высокая стремянка. Полезть за ним не получится, ну, можно самому навернуться, то есть он на самом верху стоит. Вот они ему говорят, слазь, говорит, не слезу, слазь, не слезу, понимаете? Ну как от собак в детстве убегали. А по поводу там, то есть, понимаете, в чем дело? Им всем невыгодно. Они говорят, мы говорим об учебных центрах, об отстойниках не говорим. Или, например, мы говорим об уклонистах, или там, а мы говорим о тех, кто нарушил, о тех, кто в розыске, а это там еще какой-то. То есть они все, ну, вот, юлят против такой четкой правды, какого-то Протаса Александра, адвоката, против таких нормальных, вот этих случаев они тоже. Это все ИПСО. Этого нет. Искусственный интеллект сгенерировал. Ровно вообще. Документы, да, показать, у меня с документами. Вот, хорошо, у меня срубана. Рука, горит, куда, у меня документы в машине. Документы в машине. Он раз 10 крикнул на всю Ивановскую. Говорит, документы в машине. Рука поломанная, отсрочка. У меня есть документы. Пошли, пройдем в машину, в мою. Я тебе покажу. Все. А документы? А документы в машине. А человек, так сказать, отправляется. Им все равно на эти документы. Почему? Потому что у них есть приказ. А что это я туда показал? От него самого. Эту базу нам выдал еще один правдоруб, бывший свободовец, который говорил, всем русскоязычным надо все запретить, все прав лишить и, в общем, дискриминировать по всем статьям. Кашулінський, є такий свободовець. Якщо глобально подивитися на ТЦК, чи правильно я вас зрозуміла? Ви не вважаєте, що якісь реформи глобальні потрібні? От так, як воно працює нормально, є інструменти контролю, в тому числі юридичні, і якщо їх будуть ці всі процедури витримані, то питань до ТЦК немає. Лицо слушающего Кашулинского, это, конечно, трындец. Это просто. Ребята, посмотрите. С каким лицом, говорит, то есть вы считаете, что нормально все в ТЦК, ничего менять не надо? Ну, добре, от зараз, прошу, назвіть, чи ви маєте статистичні дані про те, що ТЦК не виконує наказ Верховного Головнокомандувача щодо забезпечення мобілізаційного плану? Вони виконують наказ? Це люди наказу. От в них є наказ, і вони виконують свій наказ. Деякі народні депутати, навіть, можливо, більшість, вони говорять про те, що з ТЦК, можливо, все не дуже добре, але поки що кращого органу не придумали і не створили. І що план вони виконують. Ну, час від часу є проблеми, але в цілому виконують. Але якою ціною? Якою? Фіксуються порушення прав людей. Будь ласка, якщо в статистику, ви зараз це сказали слово, ви маєте тоді представити статистику порушення прав людини. Окрім голослівних слів, під час війни взагалі громадянські права зменшуються, так між іншим. Угу. А в нас воєнний стан. Відповідно, громадянські права зменшилися. Вы понимаете, какие они... Вот мы начинали с совещания у Зеленского, да? Задают, смотрите, нормальный вопрос. Это сейчас, ну, реально, там, ближайшие дня 3-4, и может все закончиться с Покровском. Это очень своевременный вопрос. Как отвечает Зеленский? А там что, карты, вот это все, нам тяжело, им тяжело. Смотрите, у нас дроны, мы доминируем, и они доминируют, вдвоем доминируем. Над кем, интересно, они вдвоем доминируют. Над здравым смыслом, похоже, там доминируют, понимаете? Так, а это вот ниже порядком. Они вот спрашивают, все тебя устраивает ТЦК? Говорит, ну так ТЦК исполняет приказ.
Это люди приказа. То есть вот этот мужик, который ровно кричит, у меня есть документы, не волнует, у меня приказ верховного главнокомандующего. Говорит, ну там депутаты говорят, что нарушение, а какая цена? А какая цена? А покажи статистику. Да он знает прекрасно, что этой статистики нет, не ведется. Никто ее не предоставит, потому что люди ахнут. Потому что вот как с потерями люди ахнут, если настоящие цифры привести, как с вот этими, скажем так, ну, не доехавшими до части, не выехавшими из части, в отстойниках ТЦК, замордованными, вот этими случаями насильственной бусификации. Люди вообще просто там, никто не даст эту статистику. А он говорит, статистику приведи. Она не может привести статистику, ей не дают статистику. И это почему? Потому что война. А он говорит, война, значит, права человека уменьшены. Більше того, ви не зможете зараз проводити політичні збори, проводити якісь політичні мітинги, бо політичні партії не діють. Ну, ми зараз Не не всі, про принаймні. ми зараз не про це, так. Але бачите, громадянські права зменшуються. Понимаете? И вот они, когда попадают, у них рождается мысль в голове, вот по Кашулинскому посмотрите, у них глаз загорается, да, и они вот это все, статистику назови. Конечно, тебе никто не назовет статистику. Говорят, ах, ты статистику не можешь назвать? Так а почему ты тогда делаешь вывод, что это там массовое явление? Без статистики, получается, можно вообще выдумать, что это все искусственный интеллект. Все искусственный интеллект, все ИПСО. Особенно вот эта вот блогерша из Харькова поделилась своим опытом. Это вообще душещипательная история. Харьков. Коротше, ситуація, я пересрала просто. Їдемо з кумою додому. В машині, Матіс, окна відкриті. Ну, ми ж, дівчатки, прості, лабаду слухати не будемо. Тому вже під'їжджаючи додому, відкрили 2 вікна. І на всю нас вилає жест доброї волі. Біля Металісту, коротше, проїжджаємо. Значит, едут возле стадиона Металлист. Она и кума. Машинка маленькая, Матис. Открыли окна и погнали. То есть там жест доброй воли, там, ну, все нормально у них. Как бы очень патриотичная, очень, так сказать, все хорошо. ТЦК увязались за ними. У мене в машині лежала коробка картонна велика, хотіла її на смітник викинути. Коротше, повертаю в поворот, де є смітник, зупиняюся, я виходжу з машини, навіть спочатку не зрозуміла взагалі, що відбулося, відкриваю задню дверку для того, щоб достати цю коробку. Попереду нас вже стоїть бусик з ТЦК, а позаду з нас аудюха. Мене просто так зажали. Я з перепугу вже подумала, що на мене хочуть наїхати, що я в чужий смітник свою коробку вибрасываю. Ну, конечно, обычно так и бывает, когда хочешь в чужой мусорный бак выбросить свою коробку, тебя сразу спереди и сзади зажимают. Тут бус, тут Ауди. Ну, так обычно и бывает. Тут, более того, идешь по улице, в урну не туплюнешь или выбросишь чего, сразу оп-оп-оп, тебя в коробочку. А реально, коротше, чуваки подумали, що, ну, які дівчатка будуть слухати жесть з доброї волі на весь Металіст. Ось, подумали, що це хлопці хотіли нас запакувати. Я пересрала, клянусь, просто дико. Я на неї дивлюся, вона каже, врубай камеру, кажу, та не буду, ну воно стрьомно, якось, ну, куча ТЦКшників, я така з телефону познімати їх вирішила. Коротше, скоро будуть вже і дівчат забирати з собою. Так що не прості у нас дівчатка в Харкові, а є ще й ті, які слухають нормальні музони, що навіть ТЦК думає, що це хлопці їдуть. Ситуація жесть, чесно. Ситуация, конечно, жесть, но тут дело не столько, наверное, в музле, а столько... Ну, они привлекли к себе внимание, и, в общем... Ну, это вообще произвол, понимаете? Это вообще просто... Ну, вот она так сказала, вроде как пошутила, что, ну, как пошутила, скоро там всех будут тянуть, да? Но в каждой шутке есть доля шутки. В каждой шутке есть доля шутки. Есть вот, например, волонтер, который говорит, нет, надо всех на фронт отправлять. Чи вас не тригерить, чи вас не нервує, не дратує той факт, що зараз багато хто, ну, скажімо так, з хлопців ухиляється від служби, Ясно, що тригерить. не хоче служити, а коли ваш син і такий, як вони, як ви до цього ставите? Чи ви це засуджуєте? Чи ви до цього Негативно ставитесь з засуджую, розумінням? не розумію. Хочу кожного чоловіка, який ходить по Україні, направити на війну. Каждый мужчина,
который ходит по Украине, его надо направить на войну. Это вот волонтер Мялковская. Не розумію, не підтримую, ніколи не прийму. Тобто, а ТЦК, як на вашу думку? Прекрасно. Я сама хочу піти в ТЦК працювати. Тільки Ты что сидишь? Иди. мене ніхто не бере. Ну, в смысле, никто. Давай, получится. Надо только попробовать. А чому? Не знаю, може. Самому смешно стало этому интервьюеру. Ну, это такая программа, он у него плохо со зрением, он уже там то у ректора берет, это на Волыне, по-моему, или в Ровно, или Волынь, как бы у него проект такой с интервью. Параметри не ті. Слухай, тобто ви в мене в одному з інтерв'ю казав ветеран Євген Сивопляс, що ТЦК ще слабо працює. Ви з Дуже цим слабо. погодитись можете? Абсолютно слабо працює. ТЦК треба примножити і дати туди нагліших хлопців. А то, ну я вас мушу, раз ви вже так сказали, а то, що ТЦК, ну кажуть люди, я цього не міг сам бачити власними очима з відомих причин, але кажуть, що ТЦК деколи безчинствують, там заламують. Ясно, правильно роблять. Хай заломують ручки. А що робити? Ну, нехай хлопці тоді, їм мало заломлених ручок, хай в полон підуть. 3,5 роки посидять в полоні і побачать, що їм заломлять там. Я розумію, що мені може Хай в ручки-ножки повідривають там напередку. Що мається на увазі, заломлюють руки? А якого хрена він сидить тут, коли війна? Ну, боїться, можливо, воювати. Ну, то хай боїться, хай свій страх втре соплі і йде. Його держава в війні. Він не може сидіти вдома. Поняли? Вытираем сопли и идем. А ТЦК еще и слабо работают. Слабо. Сопли вытер и пошел. Страна твоя в войне, ты чё? Давай. Руки заламывать, это все вообще не то. Давай, сопли вытер и пошел. А потом так удивляются, откуда вот появляется, ну, например, в Одессе вот такая надпись на аллее здоровья. Просто трасса здоровья, Одесса. Вот это пешеходная зона. ТЦК Пи, геноцид. З. ТЦК Пи, геноцид З. Но пока есть вот такие, которые говорят, сопли вытирай, иди, ну, все будет. Начинает перестраиваться в поддержку. То есть вот этот ужас, находятся рты, которые поддерживают. Более того, поддерживают громко, как могут. Вот мы там Швайку видели, как он фотографировал адвоката, наверное, чтобы не забыть. А вот сам он комментирует. А что это так в СЗЧ все распоясались, ходят? Ну, в чем проблема СЗЧ? Может, в усталості? Ні, говорить, не в усталості. Є проблема самовільного залишення частини. Це і невизначеність кінцевих строків служби. Це є хлопці, які можуть служити по 3-3,5 роки. Це і неможливість переведення в інші підрозділи. Це і атмосфера, яка створена. Але є інша сторона. То есть, смотрите, нет сроков службы, атмосфера какая-то не такая, вот что-то вот, это ну, объективная причина, говорит, смотрите, ну да, есть такое, но есть другая сторона. Вот мне вот интересно, а что такое другая сторона, вот из того, что он перечислил? Є та сторона, що самовільне залишення частини, як ми вже з вами говорили, яке вчиняється між навчальним центром і бойовою частиною. Це Ага, между учебным центром и боевой частью. То есть я так понимаю, что человек уже прошел выучку, да, то есть он уже Рэмбо, а в боевую часть не идет, а бежит. Чё бежит? що, втома? Її ще ніде взятися. А самовільне залишення частини з навчального центра, коли ти просто проходиш курс базової загальної військової підготовки, загрози на цей момент часу немає. Нет, вообще никакой. По учебному центру вообще никогда не прилетала в Украину. Угрозы никакой. Ползаешь ты в Десне там, да, как показывали. Опа, это фейк, и ПСО. А потом показали полное видео и обгадились вот эти все дезинфекторы информационные. Под веселые песни ползаешь в чем есть по гражданке. Сильно виснажений одномоментно. Є страх. Страх, відсутність інформації. Тобто, з одного боку, це є ті процеси, які потребують уваги. Ну, от, власне, коли будь-який орган військового управління підбиває підсумки, є цифри. В вашій військовій частині +5,
В тій військовій частині мінус 2. Питання, в чому? В чому причина? Аналізуємо. У вас є більш підготовлені командири, тут треба надавати допомогу. Знову-таки, підтягувати того, хто відстає, до нормального рівня. То есть они вот, смотрите, он сейчас рассуждает как заправское бесчеловечное чучело. То есть у этих +3, у этих -5, а почему так, а в чем дело, а вот это, наверное, командиры. Не, это конкретно кто на фронте, ближе, дальше. В этом есть параллели. Куда прилетает, да? Какой род войск, где ты воюешь, кто ты. Ну, то есть тут очень много таких моментов, но они это вот берут и выводят математические формулы, считая человеческие жизни. Проблема этих СЗЧ, о которых он говорит, да, не усталость, он не хочет быть циферкой в этой статистике. Цифрой в этой статистике. Удивительное сегодня произошло. Мобилизованный адвокат прорвался через границу. Вот, пункт перехода. Виталий Глагола, журналист, снял. Оп! Нормально проскочил себе. Закарпатье. Этот адвокат, он был свидетелем по делу, кажется, Тупицкого, или, ну, что-то около, с Конституционным судом связанным. Его, в общем, за ним следили, его мобилизовали. Но он смылся, конечно, смылся. Вот что вот от шлагбаума осталось, один пограничник пострадал, бедняжка. То есть, по всей видимости, ну, как бы, да, вот погранцы все в шоке. Как так можно? Вот можно. Ну, так, на бум лазаря, удастся, не удастся, разогнался и дал дёру. Разогнался и дал дёру. Потому что тут подмешано еще преследование, наказание в виде мобилизации и абсолютно отчаянное положение. Как смог, так и сбежал. СЗЧ. Как это? Из учебного центра или там по дороге ТЦК учебный центр, но его мобилизовали. Да. Потому что армия и ТЦК это наказание. А вот статистика уголовных дел от Генпрокуратуры. Значит, сентябрь. Один из самых больших месяцев по количеству этих уголовных дел и случаев СЗЧ. Внимание, при мобилизации около 30 тысяч человек в месяц, 15 или 18 это СЗЧ. Это четко каждый второй. Четко. Даже больше. Каждый второй. Валит. В чем проблема? Кем затыкать дыры? Ну вот, известный пингвиновед, военный эксперт Дикий, говорит, это все потому, что, отпустили 18-24-летних. 18-24, на жаль, ми виховали таке покоління, що як тільки з'явилось, абсолютно, на мою думку, ну мені важко, чесно, я старався підібрати якесь слово замість дебільна, ну не можу. От кончена, дебільна постанова уряду про те, щоб відкрити кордон для молоді до 22 років, от в перший же місяць виїхало 10 тисяч. Так от, щоб ти розуміла, ми 10 тисяч по програмі 18-24, за весь цей час, скільки це тягнеться, півроку чи скільки, чи більше? Ну, ВПЛА півроку, а так взагалі більше. Ну, так от ми навіть близько до 10 тисяч не набрали по цій програмі. Ну. Опа! Значит, за этот период, пока открыли границы, выехало сразу 10 тысяч. А за эти полгода программы для 18-летних, вот эта служба за миллион, вот эти роллы снимали, можешь купить, девкам нравится, какие-то там, не знаю, там Netflix проплатить, бургеров съесть кучу. Это повелись на это меньше 10 тысяч. Это мы молодежь такую воспитали. Поэтому закрыть, как говорится, гулять не пускать
и воспитывать. А виїхали 10 тисяч за перший місяць, і протест триває. Як на мене, треба було б робити, вибач, просто як там розумію, що вже за межами твого питання, але як на мене, треба було б 18-24, треба було просто мобілізовувати. От вже тепер я вважаю, що так. От і ні в якому разі не давати їм виїзди. Я колись сам казав, що не треба їх мобілізовувати, ну, на жаль, часи міняються. А от такі бонуси треба давати було б. Треба встановити граничний термін служби у армії, щоб людина знала, що вона відвоює своє і має право вернутися в тил. А от тим, хто після цього от відслужив своє, і погоджується ще укласти контракт, наприклад, на рік. От їм треба було б дати отакі пільги, які зараз передбачені програмою 1824. Це було б і достатньо ефективно, і в першу чергу це було б справедливо. Ну, поняли, не так. А эти дебилы, понимаете, вот эти, они не умеют руководить государством. Дикому надо тему мобилизации отдать. Дикому. Причем интересно, что вот эти все молодые люди выехали в Германию. И какое-то чудесное сообщение приходит на днях из Германии. Опрос. Украинские беженцы не очень довольны жизнью в ФРГ. Более половины украинцев, приехавших в ФРГ из-за войны, менее довольны жизнью в этой стране. Среди женщин и пожилых показатели удовлетворенности пребыванием в Германии, конечно, ниже, особенно низкие. Ну, то есть, эти-то, понятно, выехали и довольны, но те, которые остались, не очень, те, которые женщины и пожилые, не очень довольны. Почему? Ясное дело, почему. В Украине-то лучше. В Украине, смотрите, и нация единения, и все там вообще замечательно, и мудрейшие правители, дикие какие идеи генерируют, вот так вот. Зеленский как вообще отвечает за Покровскую операцию. Контратака, ГУР, Буданов на вертолете высаживает, всех отбиваем. Отличная же страна. Более того, даже флешмобы какие флешмобистые. Вот так вот. Вот так вот. Значит, поет под эту душещипательный флешмоб это жители Павлограда. Фортеця Павлоград появилась уже песня. Понимаете? Фортеця Павлоград. И вот там женщины вытанцовывают. А где мужики? Мужики на войне. Мудрость руководителей вообще шкалит в Украине. Вот прям воздух, наверное, какой-то спертый. Ты вдыхаешь его, и сразу идеи приходят классные. Как вот в Одессе. Пушкина заколотить досками. Вот так вот он выглядит сейчас. Ну, вот, пожалуйста, нормально. Как это? Был черный квадрат, да, стал этот куб. Помните, такое было шоу «Куб» на украинском телевидении, на российском, не помню, было лет, ну, купленная франшиза. Куб. И там в куб заходишь, выполняешь всякие задания, там проходишь уровни. Вот там Пушкин зашел в шоу «Куб». Вот так это выглядело. Вот так его заколачивали. Вот так вот, мужички, бодренько. Кранчик подогнали. Я почему показываю эти кадры? Смотрите, ночью, когда черти пляшут, ночью, чтоб никто не увидел и не признал, посреди ночи, в ночную смену, комендантский час. Все. Новый домик у Пушкина. Причем интересно, что как это, ну как, продвигается, как это комментируется. Вышли, ну, это как бы стандартная практика, есть такой суспильный канал, да, и они как бы должны давать какой-то баланс мнений. И вот они сняли вот, ну, материальчик короткий о том, что, а как к этому относятся вот вообще вот жители Одессы, одесситы вообще, что к чему. Всего два мнения в ролике, но посмотрите какие. Все змінюється, і російська культура вже не є асоціацією з чимось мирним. Це необхідно зробити, щоб остаточно українізуватися, бо якби не закрили, якби не снесли, то пішла б ланцюгова реакція. Було б більше зросійщення. Смотрите, говорит, было обрусение, было бы вот это пошла бы цепная реакция какая-то.
Смотрите, я вот со всем уважением, да, я не хочу комментировать взгляд девушки, манеру говорить этой девушки. Ну, то есть, мы же должны все... Ну, мы же не должны хулить там за внешность, хулить за манеру речи тоже не должны. За этот пронзительный безумный взгляд тоже не должны. С претензией на нечто интеллектуальное в духе патриотического порыва. Нет, не за это. За смыслы мы можем ее судить. За смыслы. Хотя хочется здесь осудить ее не за смыслы. Потому что, ну, налицо діагноз. Оскільки б те дозволили, а за цим могло потягнути, що лишаємо російську мову, ну і так далі, і так далі. Тобто не було б цієї такої мовної і культурної сепарації, на мою думку. То есть, смотрите, мовної сепарації, на мою думку, не було б. Понимаете? То есть, и ты понимаешь, что им вот такие украинцы нужны. Вот как эта девушка. А вот такие, как этот лысый паренек, не шибко нужны. Ну, Суспільне его показала для баланса. 3/4 нам рассказывала с безумными глазами, похожими на обладательницу справки Марьяна Безуглой, девушку, и 1/4 показали парня. Гораздо больше проблем есть, которые надо решать, чем сносить памятники. Вот, в принципе, можно Булгакова почитать, там про это время все описано. Я думаю, что они его поставили, он сказал 2 фразы. Говорит, есть больше проблем, чем памятники сносить. И говорит, можно Булгакова почитать, там об этом все написано. Они просто, видимо, слепили этот сюжет. Нет большого ума, они просто, ну я не знаю, мне кажется, что, я надеюсь, что читали, но может быть просто те люди, которые это сделали, этот короткий ролик, они просто не поняли, о чем он. Ну, Булгаков что-то писал, ну он же запрещен. Ну, Булгаковым почитайте и поймете все, почему их сносят. Они просто не допетрили. Не поняли, ни Белую гвардию не поняли, ничего этого не поняли, понимаете? Ни Собачье сердце, ничего, нет. Они просто не догнали, и поэтому его так поставили. И поэтому материал выглядит вот так. Обезумевшая с... Ну вот... Ну, понимаете, ну, если вы хотите, ну, найдите хоть какую-то, не знаю, миловидную украиночку, да, без просадок в голосе, с определенными там поведенческими дефектами. Это читается даже на камеру, даже и найдите какого-нибудь там другого, найдите какую-нибудь там, не знаю, украинку. Много же выбегало, когда Труханова сбили. Его, кстати, сегодня на 60 суток поместили под домашний арест. Вот так вот. То есть человек виновен в том, что погибло 9 человек в Одессе во время наводнения в сентябре, из-за халатности, ну, в этом виновен, в халатности, и поэтому пускай дома сидит. Пускай дома сидит и не отсвечивает, пока памятник Пушкину заколачивают, и вот это вот условное рагулье выходит и говорит, ой-ой-ой, ай-ай-ай, мы не должны... То есть стоял он там всю жизнь, никакой цепной реакции не было. А сейчас должна появиться цепная реакция. А Булгакова не хотят читать. Булгаков это что-то какое-то вообще чужое стало. Фамилию все уже забыли, поэтому в ролике ставят и не понимая смысла. Вот вам. Надо остаточно, ну то есть окончательно, украинизироваться. Ну ладно. Но есть в Одессе национальный университет имени Мечникова. И там есть кандидатка филологических наук. Ирина Нечиталюк. Она это комментирует похожим образом с вот этой предыдущей девушкой, но хитрее, опаснее, что ли. Я розумію цю ностальгію, я розумію, чому, за що можна любити Пушкін. Але, знову ж таки, треба визнати, що от те, що до цього я прийшла, не можна любити Пушкіна і не любити Росію. Вот это... Смотрите, мысль вообще просто крамольная. И крамольная, и уникальная. Значит, смотрите, я понимаю ностальгию, я понимаю, но нельзя не любить Пушкина
Точнее, как любить Пушкина и не любить Россию. Не можна. І те, що ви вже такі, то будьте, я не збираюся нікого змінювати і так далі. Але не робіть це з вашими дітьми. О, вот это уже интереснее. Смотрите, если вы такие, ну вот если вы любите Пушкина, значит вы любите Россию. Потому что невозможно не любить Россию. Понимаете? Все. Но если вы такой человек, который любит Пушкина, который поэтому априори любит Россию, займитесь хотя бы детьми. Не уродуйте детей. Следующий шаг. Детей начнут отнимать. Вот это Рагулье начнет отнимать детей. Чтоб ты, любитель Пушкина, не портил и так покосившуюся демографію. Що ви робите? Навіщо ви зараз змушуєте своїх дітей крізь Пушкіна, через Пушкіна, все одно ставитися спочатку симпатія до Росії, а потім, ну дивіться, там же все, оця осінь, оце замилування природою, це всі берізки, так, ну, це прошивка, це та, що ти читаєш, ну от того вони і національні поети. Тому вони і викликають ось так, радянська пропаганда найсильніша. До речі, мені дуже цікаво було, чому саме Пушкіна вони обрали, так? Вони ж, власне, знищували всю верству, яку собою являв Пушкін. Він дворянин. Вони знищували, і тут на тобі Пушкін. Потому что, уважаемая кандидатка, потому что Пушкин – это русский язык, потому что Пушкин – это маэстро русского языка, потому что не советская пропаганда это возвела, не советский народ, ну, как бы не советский, там, не политбюро. Пушкину, как бы, партбилет никто не выдавал. Ну, заочно, да, по времени, понимаем. Его не могли не признать при всех правительствах, при всех режимах, строях, но только украинский он не пережил. Ну как, переживет, конечно, но пока не переживает. Переживет. И вот это недоумение, оно глупость и ничтожество мышления формирует. А все це пояснюється дуже добре. Ну, по-перше, ностальгія за оцією дворянською культурою нікуди не поділася. Опять ностальгия. То есть тут у нас ностальгия за Пушкиным, по Пушкину, там у нас была ностальгия по дворянству. То есть она объясняет, что советская пропаганда взяла Пушкина за образец, потому что ностальгия по дворянству. І любов, оця легкість. І, власне, в 30-ті роки він дуже зайшов. Тому що, коли нам дуже важко, нам хочеться чогось легесенького. От прям такого, щоб мозок вимикався, і тільки там собі... як... Телемарафона хочется. Ну, что-то там Пушкиных нет, понимаете? Вот нет Пушкиных на телемарафоне. Нет таких легесеньких. То есть, понимаете, вот это вот научная... Советского университета, при всем уважении, кстати, я не хочу никого обижать и не ставлю себе такой задачи, она толчет воду в ступе и боится сказать одно слово. Гений. 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 Хорошо, а кто сравнится вот в украинском, ну, если там отображение? Кто? Шевченко. Возможно, но писал не о том. И если так поскрести, а просто на поверхности посмотреть, вообще не может быть сегодняшним героем Шевченко. Вообще, абсолютно от слова совсем. Хотя он бы мог бы дополнить эту картину, и если бы у тебя... глупой женщины, просто безответно влюбившаяся в свое кожаное кресло на какой-то кафедре и трясущаяся за задницу, которая должна там восседать, если у тебя не хватает ума понять, что Пушкин с одной стороны
и Шевченко с другой стороны, это и есть украинец. Да, русскоязычный Шевченко с прозой русскоязычной, с картинами, с его как бы биографией. Да, с тугой по дворянству и великолепным слогом, неповторимым. Ты напиши про птички, про осень, про что-нибудь такое. Где же кружка? Хочется спросить. Где же кружка? Эта кружка должна стоять не у няни, надо спрашивать, а у этой научной работницы. Потому что она, если она научный работник и таким вычурным способом пытается оправдать безрассудство, безумие, упоротость и идиотизм, находясь в Одессе, она должна взять спросить няня, где же кружка, взять эту кружку и пойти в переход в Одессе и там стоять, а не преподавать кому-то чего-то учить. Помню чудне мгновення, і все прекрасно. І відходить, що на секундочку в Україні в цей час голодомор. А потім мені демонструють бабусь, які знають Євгенія Онєгіна на пам'ять, і які пережили голодомор. Це втеча від реальності. Так, куди змогли, туди і втекли. То есть люди пережили голодомор, читая Пушкина. Они убегали от реальности. И с этими нотками Пушкина, строфами Пушкина, стихотворениями Пушкина они выжили. Ну, да чтоб сдохли, наверное, да? Сдохли и не убегали от реальности. Какие все-таки люди учат наших детей? Какие вот эти рассуждения, вот это, понимаете... А потом мы спрашиваем, а что там у молодежи, а как у нее дела, а что там она как? Конечно, она валит. Ядрени фени побыстрее, лыжи навострив. Подальше, подальше, подальше отсюда. От вот этих преподавателей, которые пытаются, кстати, по старым вот этим лекалам влезть тебе в голову и попытаться тебя воспитать. Но на каком фундаменте? На фундаменте чего? Она весь этот фрагмент своего вот этого рассуждения о Пушкине мялась и испугалась сказать слово «гений». Приводила аргументы, которые подчеркивают, что он гений и что его нельзя сносить. Подчеркивает это. А ртом шевелит губами о другом. О том, что выгодно и нужно. Одесский университет. Привет вам. Приходько сходила к Влащенко на интервью. Певица, которая пела песню «Мамо», да, которая был скандал на Евровидении, хотели от Украины, в конце концов поехала от России. Обалдевает от происходящего в культурной плоскости. То, что сейчас происходит, и я не знаю даже, как правильно подобрать слова, мне кажется, вот такие вот, как Мандзюк, и с ней вместе, это люди, которые ведут нашу страну к гражданской войне. Может быть, и грубо говорю, но это мое впечатление такое, потому что я считаю, це чому не державною появилась в 22 году в июле месяце. Просто никто не обратил на это, наверное, явного такого внимания. Когда было очень-очень-очень-очень много ботов под постами публичных людей, которые говорили на русском, чему не державной, их было очень-очень много. Кто влил, зачем это надо было, мы разбираться не будем, но это так вот произошло вдруг, резко, и теперь каждый маломальский человек решил, что он вершила судеб того или иного человека. Да, Да. То есть лазит какая-то нехорошая личность, не хочу ругаться, оскорблять, да, и листает, видит, и вот что написать? А чему на державную? Мне нравится эта история, когда меня пытаются изменить, поломать, заставить что-то делать. И я не понимаю, кому мне надо это доказывать и для чего. Также я говорю о том, что мои дети, я не побоюсь этого, говорят на русском языке. Это, смотрите, фраза
Я не побоюсь этого. Фраза «я не побоюсь этого», она о многом говорит. В моем ОТГ только 8 тысяч переселенцев. И, соответственно, в классах у деток моих приходят такие же самые дети, которые, к сожалению, не владеют украинским языком. И мои дети не будут их бить. А мои дети, я учу, помогите ему адаптироваться, малышу. Покажите, где там водичку набрать, где туалет, где раздевалка, шкафчик и так далее. Я учу детей доброте, пониманию и осознаванию того, что этот ребенок приехал, может быть, он уже вообще все потерял, у него ничего нету. И он ищет где-то помощи среди нас. Я пытаюсь объединить, потому что для меня и Харьков, и Львов – это все моя страна. И я всегда говорю, все, кто имеет паспорт гражданина Украины, для меня украинец и точка. И я не буду делить на русскоговорящих, на украиномовных. Мы вся одна большая страна. И... Ну, ты нет, певица Приходько. Это уже сделали. Это уже сделали. Твои дети говорят по-русски. Ну, они встречают этих переселенцев, которые тоже говорят по-русски. Они находят общий язык. Они не будут бить, а другие будут. Все, мы уже перешагнули. А ты выйди в Одессе, погляди на этот куб Лысака. Куб Лысака, погляди, вместо Пушкина. И все поймешь. Вот, пожалуйста, Харьков. О, Харьков. Я сочиняю роман. Рома, Рома, роман. Поют девчонки в ночном клубе, караоке, красота. И все бы ничего. Но этими харьковчанками, которые просто отдыхали, заинтересовалась мовна омбудсменка. Короче, штраф, надо исключить песни, надо, не дай... Представляете, в Харькове поют по-русски. Поют по-русски в Харькове. А вот Наталка Пипа, народный депутат, сообщила, победно сообщила, как вот Зеленский сегодня сообщил о том, что Купянск уже там все нормально, то есть все, Купянск вернули назад, всех отбросили, все отбили, все хорошо в Купянске, так и Наталья Пипа сообщила, что на блогера Алхим, опять-таки это мовная омбудсменка, составила акт и протоколы за нарушение языкового закона. Блогерка ведет деятельность языком России. Ну, то есть это мовою России, это я перевожу. Это вот Пипа, говорит, мовою России. Понятно, что России с маленькой буквы, то хрен с ним. Они так уже привыкли. Но мовою России. Язык России. Такое решение она приняла. Вот теперь Алхим угрожает штраф. Как она не пыталась, это Алхим, как она и деньги, и средства не сдавала. И это выходило с этой Мандзюк на дебаты. И вот так, и сяк, и наперекосяк. Кукиш. Все. Ведешь по-русски, отвечай. О какой идентичности вообще все говорят? О какой? Не стало из-за ишемической болезни сердца Дизеля из Green Grey. Хороший был человек, добрый, известнейший. Ну, он поддерживал Украину, там, понятно. Хорошая группа Green Grey. И, в общем, его похоронили. И сегодня вот сообщили о том, что провели автопробег. Ну, не автопробег, простите, мотопробег, да, байкеры, да. Ну, в общем, пробегом ударили по памяти, по, так сказать, Дизелю. Ну, то есть, уважение Дизелю, там, рип, все дела, то есть, там, они едут, включают музыку его.
Только москаль не будет соболезновать. Ну, то есть, посмотрите, нормальную акцию провели, все в принципе хорошо, рокеры, байкеры, все. А это тут зачем? Только москаль не будет соболезновать. Причем Green Grey любили и в России в тот период времени. Сейчас-то, понятно, призабыли и все дела, но там их под дождем, все как бы... Они нормально выступали везде. Зачем? Делая что-то в памяти человека, ты вот это вот... Ну вот это к чему? И да, действительно, можно не замечать красно-черный флаг, который там красуется на машине, которая первая в колонне. Можно там символику как-то не учить. Ну, байкеры, что там они? Черепов понацепляют, там не будем цепляться. Война, там, понятно, шевроны. Но вот это зачем? Только москали не соболезнуют. Даже у Портникова этот просвет прозрения... Виталий Портников, граф, у него прям прозрение от этого. Мысли правильные сложились по поводу ідентичності. Люди відчули себе українцями за ідентичністю і сформулювали цю ідентичність так, як їм зручно. Я українець, такий, як вони, але я говорю російською мовою. Російськомовний? Так. Ні, не російськомовний, я взагалі не думаю, якою мовою я говорю. Я захищаю країну, я працюю на країну, я тут залишився. Чому я маю говорити мовою, якою вони говорять, умовно кажучи? Я шаную цю мову. Ну, знову таки, це ефект Ірландії. Ви поговоріть з будь-яким ірландцем, він вам скаже, що він шанує ірландську мову. Що це один з символів ірландської нації. Він цією мовою говорить? Ні. 99,5% людей не говорять ірландською мовою. Ну, в общем, опасное, как на опасное на лезвие бритвы становится Портников, но он говорит правильно. Идентичность украинская не заключается в украинском языке. Он заключается там, да, я живу здесь, я люблю свою страну, там, я ее защищаю, я плачу налоги, я беспокоюсь о том, что есть страна. Но вот Приходько тоже беспокоится о том, что есть страна. Говорит, гражданская война будет с такими пипами и всякими там мандзюками. Потому что эту идентичность не принимают. То есть ты можешь быть украинцем, но тебе отказывают в этом. Русским ты от этого не становишься, если тебе отказывают быть украинцем. Но с каждым годом войны к этому идет. С каждым годом войны всем тем, кому отказано было в том, чтобы стать украинцем, они будут ближе к тому, чтобы стать русскими. Потому что различий практически нет. И идентичность, о которой говорит Портников, это очень важная штука. Это очень важное понимание, кто ты. Если тебе украинцы отказали в том, что ты украинец, ну ты потыкаешься, помыкаешься, и все равно поймешь, что есть идентичность украинца, а есть надидентичность. А есть вообще имперцем можно себя называть. Поэтому так. И можно сколь угодно запрещать. Ну вот, например, и там 4-й сезон, там, «Игры престолов», или, ну вот, как пример, да. По стриминговым платформам известные западные сериалы и фильмы начинают запрещать. Там 4-й сезон «Престолов», 3-й сезон «Белого лотоса», фильм «Довод» Нолана и Крейвен «Охотник» от Марвела. А что запрещают в Украине к показу? Потому что там Колокольников сыграл. А в августе с подачи СБУ его внесли в список лиц, которые угрожают национальной безопасности. По этой причине не вышел в прокат новый фильм «Поймать с поличным» Аронофски. Ну, это, кстати, фильм «Анора» с российскими актерами в этом году Оскар выиграл. Ну, кому он нужен, этот Оскар? Если на нем не выступает Зеленский на открытии, то кому он нужен, правда? Колокольникова увидели и запрещают к показу на стриминговых сервисах. О какой идентичности тут рассуждает Портников? Более того, у нас готовы травить за все. Даже таролога последнего.
Ну или не последнего, а известного. Делят Украину сейчас. Итак, как поделят Украину? Всем интересно, да? Хоть бы не делили. Хоть бы. Ну давай мы сейчас проверим, прям поделят ли Украину. Боже мой. Значит, смотрите. Тарологыня Юлия Левченко. Значит, 30 число, выход. Решили спросить, как поделят Украину, поделят ли Украину. И вот она сидит на картах Таро, гадает. Поделят. Еще и как поделят. Это король Пентаклей. Это карта, которая говорит о том, что у всех есть материальная выгода. Всем выгодно ее Всем поделить. выгодно Понимаете, хотите вы этого или нет? Перейдет ли Одесская область В состав России. Перейдет ли Одесская область в состав России? Да, выгодно. Да ты что? Перейдет ли Харьковская область? Ой-ой-ой, О-хо-хо. сердечко, тык-тык. Это перейдет. Блять. Продавай квартиры. Перейдет ли вся Харьковская область, включая Харьков? Да. Они... Да. Нагадала. Она тут карты начинает смотреть возле Волчанска, там что-то смотрит. Николаев. Сейчас Николаев посмотрим. Посмотри, Подойдет ли Николаев, да, Российской обязательно. Федерации? Да. И Николаев, еще, Да. сука, пол Украины оттяпает. Да, и Николаев тоже. Ну, смотрите, встретились две этих дамы. Чем занять? Кидали карты Таро. Сняли себя на видео, выложили в Инстаграм, ну или в другие соцсети. Всю эту Юлию, достаточно известного таролога в Украине, все надо наказывать, в СБУ вызывать. Дело уголовное против них хотят заводить. Потому что она нагадала не такое. Нагадала. То есть ты не можешь даже нагадать, что Харьковская область уйдет, и Николаевская, и Одесская в состав Российской Федерации. Понимаете, как там у Зеленского все схвачено? Ну вы же видели в начале сегодняшнего шума Малюка? На него глянешь, даже и гадать не хочется. Человек 50% панцирей уничтожил у Российской Федерации. Любой панцирь любого таролога проб'є. Ну, може бути, кроме Марії Тихой. До мене зараз багато звертається чиновників, того, що до них приходить СБУ, стукає в двері отак, і починаються оці розбірки. Значит, смотрите. Чиновникам стучит в дверь СБУ. Ну, Малюк. В перерывах между тем, как уничтожает Орешник и бьет панцири. В перерывах на территории. И НПЗ еще там была статистика, он сегодня давал, так в полуобороте журналистам рассказывал, как там на 20%, в общем, все сократил. Короче, в этих перерывах стучит в дверь чиновникам, а те боятся и идут куда? К экстрасенсу, ведьме и тарологу Марии Тихой. Всіх за сраку хватають. А я ще їх сошу зверху, от так просто беру. Да. Так і вони звертаються, щоб ти їх відбілила репутацію, чи що? Подивитися треба було останній раз, це було на тижні, подивитися, що буде з судом. І вони просять звертатися до диявола, щоб щось зробити, щоб їх не посадили в тюрму. И эти чиновники просят обращаться к дьяволу. Ну, сегодня Хэллоуин, сегодня такие, понимаете, тарологини, экстрасенсы. Короче, они просят обращаться к дьяволу, чтобы те помогли. Представляете, какие? Ох йо. Так. А ти їм даєш тариф X2 на послуги за такі? По-перше, я називаю тариф навіть не X2, а X10, це перше. А друге, якщо мені людина не подобається, я бачу, що це повне гімно, я обхосошу і пошлю її. І не будеш співпрацювати? Ні. Ні за які гроші? Ні, абсолютно. Никакие деньги. Нет, вообще нет. Нет, никогда. X10, ну, то есть сумма за услугу, там, погадать на короля, 10 раз умножаешь, и вообще, но если я вижу, что мне не нравится, нет, я ее там, и все. Господи, в каком мире мы живем? То есть, вы понимаете, чиновники, вот это вот дьяволу, к ним, то есть, подождите, получается, вот если тихо это рассказывают ту историю, то значит СБУшники это ангелы. Ангелы-СБУшники стучат к чиновникам, а те обращаются к дьяволу, чтобы те отбили. Вообще красота, слушайте. Вообще потужно. Вообще супер. Какие у нас классные, даже к гадалкам.
профессиональным там экстрасенсам и ведьмам уже добрались у Малюка. Вы представляете, как классно? Зеленский уже и там. Интересно, напишите в комментариях, просто я не шибко волоку в этой теме. Ну так знаю, что это есть, прям очень модно. А есть таро-карты с изображением Зеленского, или офиса президента, или что-то. Надо нарисовать. Есть там мастера, которые таро-карты рисуют. Представляете? Тут тебе Зеленский, тут тебе Малюк, тут тебе Умеров, тут тебе еще кто-то. А в это время абсолютно другие заботы у людей. И иногда даже накрывает абсолютно известных и нетривиальных людей. Bывший футболист Артем Милевский в лифте застрял, представляете? Это просто это... Хочу всем посоветовать, чтобы не сидеть так, как я в лифте. Смотрите, чуть ли не проверяйте каждые 10 минут. Отключи график отключения света. Потому что вот человек не посмотрел, надо смотреть каждую минуту. Утром все в порядке было. Свет на весь день, все окей, топ-топ. Не посмотри, лифт поднялся, застрял. Сиди, жди. Кого жди? Ни кнопок, блядь, ничего не работает. Так, ну що, меня... Пойдем, я сподіваюся, що футболіст впорається. Ми зможемо, я уверен. Ні, мені головне, щоб під кабіну ніхто не мелькав. Так. То есть пришел этот мужичок-лифтер с бронью. Ну, потому что критическая инфраструктура, надо же вытаскивать этих Милевских, да? Тут материт, на чем свет стоит. Тут пришел, говорит, а мне как это? Говорит, мне главное, чтобы под кабину ты не нырнул, вот это, потому что вообще тогда капец. Давай, аккуратненько, ты же футболист, сможешь? Все, мы погнали, все, ребят, давай. Давай. Вот они, воины светла. Лифтеры. Ой, дорогие друзья. Ну, вот так обычно. Думал, сегодня будет короткий шум, сделаем недолго, а вот уже 3-й час. Друзья, ну тогда больше почитаем ваших вопросов и колобок, куда мы катимся в следующий, собственно, шум. Когда в следующий раз встретимся, больше 20 тысяч онлайн. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк. Очень важно, потому что мне вот, например, сегодня рассказывали о том, что не работает оповещение у людей в Америке. Ну, не приходят. Я проверил там все, там посоветовался с людьми, сам проверил, там вроде все нормально. Смотрите, эту всю историю с Ютубом лечат очень просто. Нажмите, пожалуйста, лайк. И тогда YouTube, может быть, не сразу, но обязательно все решит. Кто из перечисленных самый страшный? В честь Хэллоуина написали мы. 7% Сибига, 10 Умеров, 24 Малюк, 60 Ермак. Спасибо большое за то, что проголосовали. Вот такой вот Хэллоуин. И я очень прошу, предугадывая где-то, наверное, да, не надо ругать праздник Хэллоуин. Праздник, дело не в празднике. Дело в людях. Дело в людях. Ой... Так, нажал дизлайк, Владимир Иванов. Ну, нажали, так дизлайк. Спасибо большое за это. Шелест, как думаешь, твоему мнению, будет мирный договор территории вооружения ЕС-НАТО? Не понимаю. Мирный договор территории вооружения ЕС-НАТО. Что имеете в виду, до сих пор не понял. Русский или украинский язык, это по желанию, как в Каталонии, все двуязычные. Да. Сатанинский праздник. Слушайте, праздник как... У людей культура такая, пускай празднуют. К нему надо, к его, смотрите, не к празднику, а к его существованию надо нормально относиться. И, внимание, тогда будут нормально относиться и к вашим праздникам. Вообще, конечно, что касается праздников, это, конечно, знаете, кто бы говорил, да? Но украинец бы промолчал, где запретили Рождество, все попереносили наперекосяк, и потом ходят и, в общем, и церковь судят. Тяжелейшая просто новость сегодняшнего дня, ну, лично для меня, ну, как бы я немножко опешил, вот правда. Вот я опешил.
Зеленский сегодня ввел санкции против журналистов Союза православных журналистов и Первого Казацкого. Значит, 31 октября, сегодня, значит, лишение. Все как обычно. Значит, там журналисты ресурса Первый Казацкий, православные журналистки. СНБО поручил, вот это интересно, Кабмину, СБУ, Нацбанку, комиссии, госнаград обеспечить, в общем, отнять все награды, а Министерству иностранных дел надо проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других стран о применении санкций и поднять перед ними вопрос о том, чтобы аналогичные ввести. Ну, то есть Украина ввела санкции, а понятно, что некоторые люди, они там, кто выехал, кто мог находиться за рубежом, в Европе, в США, то есть Сибига должен взять котомочку и чухать к этим европейцам или американцам, или кто где, и говорит, вот мы санкции ввели, и вы вводите. Против кого? Против людей, которые освящают православную жизнь. Храмы, богослужения, ануфрии, крестные ходы. Ну, условно, это неправильно так называть, пресс-служба Украинской Православной Церкви, потому что все-таки это союз, это хорошее, как бы это другое, да, это не совсем. Ну, просто для понимания, чтобы проще было. Люди, которые пишут, снимают, читают об Украинской Православной Церкви, попали под санкции. Всего там 12 человек. 12 человек. И это на фоне того, что одним из пунктов на согласование вот этого мирного плана ЕС и НАТО, ну ЕС, да, 12 пунктов коалиции желающих, которые обсуждают, вот они вот как прям, знаете, вот парадокс. Там есть 12 пунктов, обсуждать будут, среди которых есть язык и религия, ну типа послабление. И они 12 человек берут, тех же 12, и сегодня пахают санкциями абсолютно за то, что они просто пытаются медийно, да, снимать или там показывать или рассказывать о жизни Украинской Православной Церкви. Ну кто? Кто эти люди? Как вообще можно верить в любой мирный план? Одище просто. А вы говорите Хэллоуин праздновать. Мы в нем живем. Друзья, всем большое спасибо. Пообщаемся немножко больше обязательно и точно в следующий раз. Да, 12 человек, 12 пунктов, 12 раз пофиг. Это да, Александр, наконец-то всему конец тому аду. Как дальше мы жить будем? Харьков, нет возможности выехать. Как вы считаете, русскоговорящих после войны так и будут притеснять? Да что-то светит такое, что война так закончится, что не будут притеснять. Ну, смотрите, Зеленский выкатывает план, и тут же всеми действиями судит суд над УПЦ, санкции против православных журналистов Первого Казацкого, ну, так, сходу, да. А тут говорит, мы за то, чтобы свободу религии. Так а какой? Смотрите, он хочет всех задушить, а потом дать свободу. Он хочет всех русскоязычных притеснить, задушить, да? А потом говорит, ну мы же все, мы победили. Теперь вот так, мы украинцы. Понимаете? Только, простите, ну, голосовали мы не за это. Да, ад победил, Хэллоуин победил. Да, спасибо за шум, спасибо и вам, друзья. Это не День мертвых, это правда, да, это Хэллоуин, это не День мертвых. Спасибо большое за то, что пишете. Почему украинцы не идут свергать свою власть, боятся или всех все устраивает? Не, я думаю, что не устраивает. И не устраивает, и не боятся. Ну, смотрите, просто... Просто работает вот эта история, типа, с русскими сравнивать. Ну вот, ты чего-то против сказал, о, ты за Россию, ты пророссийский, ты вообще из России, и все, и все как бы осуждают, потому что война идет. Убери фактор войны. Поработай немножко мозгами, пошевели церковь, например, там не трогай, восстанови. Русский язык, ну, в общем, не трогай, да, и все, и это все улетучится.
быстро, потому что все поймут, кто есть кто. Уже многие, смотрите, важное наблюдение, многие об этой войне все поняли. Многие, даже Портников, многие все поняли. Но не то, что сделать ничего не могут, а нужно, чтобы закончилось, чтобы перемелилось именно этап войны. И я думаю, не будут никого притеснять. Я думаю, что, ну, как бы трагедии не было большой. Я имею в виду для власти и для элит. Потому что, как ни крути, у нас обратная созависимость. Чем народу хуже, тем власти лучше. И наоборот, чем власти хуже, тем лучше народу. Друзья, берегите себя. В каждый дом добра и света. Хорошо пошумели.